написано в раннем. Потом это изменилось. Нифига, у Дрея новая притча, и он покрасил волосы еще, видимо. И подкачался к лету, офигеть. Вау. Это уже покчемп. Я не ожидал гонку. Но это будет офигенно еще вдвойне. Да, плюс в два раза круче, ребят. Представляете? I think it's the first time that it's ever been done in a marathon ever. So thank you to ESA for allowing us to do this. Так, я немножко теряюсь, правда. Да качество получше сделать. У меня экран отказал. Мой старый квадратный, треугольный. И я перешел на новый экран, и вообще теперь очень страшно. Ничего не понятно. Все хорошо с контроллерами, мне кажется. Да, у них контроллеры на месте. У Ника вообще 2 глаза. И усы вместо контроллера. 4 глаза получается. Вместо контроллера, да. Ну да. Может быть, были бы у них одинаковые рули, были бы логотипы компании, можно было бы даже подумать, что это рекламная вставка на 3 часа. Но... Currently, I am the world record holder for both Novice and Nightmare on thespeedrun.com, but hopefully we can get. Да, мировой рекорд для игры Alien Isolation, категория NMG. То есть, получается... Ну, как сказать, это не категория... Надо небольшую поправочку сделать, потому что у нас категория... Да, я хотел... Во-первых, это All Missions категория, подкатегория Nightmare и подкатегория NMG. Получается вот так вот. Поэтому VR надо бы изменить в идеале. Ну, в идеале было бы круто, конечно. Но этот мир не идеален. А, кстати, подожди-ка. Да? Вообще... One of the things we wanted to keep similar across the runs to keep the vibe of the steering wheel is we wanted the steering wheel itself to directly impact the yaw of the player, and then we wanted the pedals to directly impact your movement. А что за время, подожди? So I use an application called FreePie. Время очень странное. А, это оно в категории Extensions? Да. А, есть же... Я не думал, что у него есть отдельная прямо... Ну ладно, окей. Все тогда. Конечно, есть. Там один ран от Ника. Let's kind of start this game off and get ourselves ready into the nightmare category. Oh, go for it. Да, и ребята наконец-таки закончили со вступительной речью. Нет, Дрей вообще жесткий чел. Sorry. Тоже вот в прошлом году как раз таки ранил какую-то жесткую категорию, тоже на Nightmare. Больше не помню, что он ранил, но можно посмотреть, чекнуть. Okay, cool. So just had to sort out a few things technically there. I think we are pretty much ready to start if we're all ready. So I'm happy if you guys are. drayux, are you ready to hit the nightmare button? Блин, классно у них. То, что у них показываются носки и педали, это прям супер гуд. Это зачет. Вот так вот должен выглядеть вообще спидранинг в мире. Во всем. Да, ставка... Кто победит... А, ну, это самая логичная, конечно, ставка. Самая простая. Даже думать не надо. Класс. Блин, кто ее сделал, он гений. Спасибо большое. Ну что, ребята, помните вчерашний скам на пупырочки? Ой, на пунтосы? Я думаю продолжить эту традицию.
Okay, so we'll be calling time properly for the tech, but for us and the runners, 3, 2, 1, go. And time will be starting. И мы скипим катсцену, и у нас начинается ран. Right. That means we're right there. That's good. Synchronization. Поехали. Everybody, welcome to Почти Isolation. Let's give you a одновременно. little bit of the lore about what's going to be Не, happening ну here. Ника So we are побеждает. deliberately- Я бы everybody's daughter, сказал. obviously from the movies. We are На gonna самом wait деле, out во время Hyper катсцены Street, можно we are идти the вперед, Taurus, with a lovely crew of чтобы people who are gonna не try to получить assist замедление us in trying to get to после where катсцены. we can Но find это a black такая box, which is a микроштука. kind of like ascertaining Иногда to это не работает. like some kind of whereabouts В принципе, у and них knowledge все of the идентично. last, like just the last message from our mother, basically. So Ника that почему-то is не upon лутанул первый же Sebastopol. We ящик. figured out that is upon there. Тут есть And now we're just некоторый gonna be прикол с casually лутом starting about ящиков. and getting dressed. Не на колесе люди лутают ящик с помощью колесика мыши, Exactly. чтобы это делать максимально быстро. Здесь используются бинды на пикоп all и выход. Так вот. То в отдельных случаях достаточно хорошая штука. Тут вот мы триггерим диалог и идем просто дальше. Он будет сам с собой разговаривать, Сэмюэльс. Тут есть просто моменты, когда у вас инвентарь полностью забит. Допустим, во втором или в третьей главе, или миссии, да. Обычно забиваются сенсоры в инвентаре, могут забиться. И когда вы прокручиваете через колесико лут, Я вообще ни малейшего понятия не имею, как они собираются справиться с эстимейтом на Nightmare. вот они дождались нужного момента, чтобы выйти, чтобы диалог не начался заново. Да, ну, на самом деле-то есть свои приколы, да. Основа в Nightmare это прям лутинг бесконечно. Yeah, it happened to me recently, and I was kind of like, oh yeah, that's a thing that happens. I was like about to put money on getting it for this event, just because we have to reset our race. We should also talk about a little bit about the nightmare difficulty as well, because we'll get into that. В общем, первая миссия у нас просто мы ходим по кораблю, в общем-то больше ничего не делаем. Такая разминочная, скажем так, миссия, ничего тут нету. И в категории Энни тут тоже ничего нету. Такое вот немножко роллер получается. We don't know about the others, so we got to try to recommunicate with them at the same time. And that's literally what the cutscene is going to be skipped. Вот, мы подошли, поговорили с командой, нажали, точнее, ждем, пока нам дадут возможность нажать на документы, чтобы начать следующую миссию. Вот мы подбираем, Ника подбирает бумаги и пока что он впереди. We have a $5 donation from Poetics213 who says, donation in honor of Blue Horby, skipping all of those Blue Dragon random battles which terrified me. Здесь опять же можно идти во время катсцены. File name incentive for The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Thank you so much for your donation. Быстрее ваш персонаж двигался. This is from Maelstrom Alpha, who donates $30 and says, Nikoheart, it feels like so long ago that I found you while playing Katamari Damacy, but you always make me so proud with how much a positive beacon you are and on Twitch and such a lovely person. Good luck with the race. Это донат залетел? Да, да. И наконец-то у нас закончилась стартовая катсцена и начинается настоящая игра. Ну, в смысле, ходилка. Но пока что у нас
Ничего такого особого интересного не будет происходить. Да, во второй миссии вроде только один такой момент есть, который требует от вас отыгрыша. Ну, до него еще дойдем. Просто идем сейчас по рельсам и падаем по задумке. На скриптах. Да. Up to standards, so we are literally falling down off a plank and taking. Just falling down the floor, yeah. Yep, scripted fall damage, by the way. Коэффициент вообще такой, жесть. Ну, на Ника ставят больше, потому что он единственный, кто ронял на руле и залил на лидерборду. Вы просто не знаете, что Дрей может быть темной лошадкой этого марафона. Лошадка 100%. Не, я бы сказал светлая. Все-таки покрасился. Да, вообще мне очень импонирует такой тип гонок настоящих. А то зачастую ребята, когда делают гонку, ну, два человека, то есть пытаются обогнать друг друга на спидране, вроде бы они не используют рули. Оба раннера подобрали... как это называется? Фаеры? Да. О, очень классно, потому что они там рандомно спаунятся. Фаер понадобится в этой или в следующей миссии. Минимум одна штука. Здесь можно попробовать сделать скип анимации. Но Ника не стал делать скип. И Дрей тоже не стал делать скип. Просто проползли под проводом, который вас дамажит, но можно сделать так, чтобы он вас не сдамажил. Просто надо спамить приседания. On the torrents at the same time, so we're trying to reconnect with Verlaine at the same time. So Verlaine is a mad lad flying this close to the station. That has to be breaking protocol. Сейчас сегмент, точнее уже заканчивается сегмент, где наш персонаж просто идет медленно. К сожалению, с этим ничего нельзя сделать. Просто нужно идти. И еще один фаер у Ника. Капец, им на... не-не-не, этот фаер спаунится всегда. Нет. Только один раз повезло. У нас вообще надо 2-3 флайера точно за ран. Не-не-не-не-не-не, ты с не путаешь, подожди. Вот Вене надо 3 фаера иметь прям на старте. Ну, 2 минимум на старте нужно иметь. Только что это Ник сказал. Да? А куда 3? На весь ран, если? Да, на весь? Да. Тогда, возможно, да. И 2 у Ника уже есть. Ну, это классно. И у Дрейкс, получается, тоже есть. Ну, да. Exactly. Получается, на Эни и на НМГ нужно одинаковое количество файл. Но они по-разному абсолютно используются. Nicely done. Pretty good. Yeah, all humans have RNG to them in some components, so there's other humans that are going to come up later in the run, and the way they behave can actually impact whether you live or die, even if you don't interact with them. You're going to see that in Mission 3 with a girl called Heidi in just a second. Axel, Нет, ГИБДД в форме чужого будет стопать их. Иногда. Нужно посмотреть, кстати. Ну, еще нормально, пока не стоит байтить людей на ставке, пока все ставят в чил, как хотят. На самом деле они прям идут очень ровно, прям супер ровно. То, что один находится позади другого, это разница в старте просто, и все. Here we go. This is the tool that we're gonna get. Now it's actually a pretty наконец мы получаем всем мультитул. Да. Ника скипнул анимацию, хочу заметить. Если тут на руле достаточно сложно прицелиться, чтобы приземлиться и поднять мультитул сразу.
and you actually never end up picking up this jack, which means you never get to use it as a tool. Да, ну вообще Ника сейчас впереди, получается, на буквально 5 секунд, две из которых из-за того, что он стартанул раньше. Так что ребята идут на снос. It's a great use of the verb splat. I appreciate it. Вот и мы сейчас будем встречать своего первого друга по сюжету. Ну, как друга. Лысого мужика, который захочет нас застрелить. Да, друг. Меня все так друзья делают. Да? Ага, понял. So right now we're trying to link up with Taylor and Samuels and see if they're still alive. So, I mean, essentially from that, it's just kind of like, it's just a nice casual wait till we actually get into Axel's den or hideout, shall we say the least. And it's his love nest, yeah. He's showing us his bedroom. So I guess we could take a cheeky plug for this in the meantime, like maybe like 1 or 2 plugs. Absolutely, we have another Да, у нас тут донатики читаем. Да, сейчас будет секция, где нам надо будет просто стоять, ждать. Сначала около двери у этой, пока придет наш дружочек. Там еще в другом месте. И вообще у нас вопрос, какие используют колеса, ребята? Ника говорит, он использует кольцо для PlayStation 4. А drayux использует, я прослушал на самом деле модель. Ручка знакомо выглядит, честно говоря. Не знаю, а какие еще есть хорошие колеса? Хотя, почему хорошие? Ну, которые разгоняют, так сказать. Осуждаю, кстати, на всякий случай. Да, и вот тот самый друг. У drayux мы можем это наблюдать. Ну, он ненадолго к нам друг. Говорят. Подожди, не спойлери, подожди. Или ладно? Все прошли Алины Изолейшн? Сейчас пройдем, значит. Да. Basically, you can run. Basically, you can see, you can just walk. It's kind of like. Я могу с уверенностью сказать, что это не руль от Logitech. Кто-нибудь знает, что это за руль? It's just RNG. We don't know why it happens, but it can just happen. So if you don't get the fast walk, you actually lose 8.9 seconds for the very final mission, which can be quite crucial for a world record run. 9 seconds, pretty crazy. So the difference Мы ждем, between пока first and second place in NMG Novice is around about 20 seconds. наш друг приведет нас в свою берлогу, убежище или что он там. Там мы поднимем наконец-таки фонарь, и у нас появится фонарь в этой игре. No, I forgot. 26.3 seconds, I believe. Yeah. Because of course I'm in second place, you know. But like that 8 seconds can make or break your record. It's really crazy the levels of optimization now, and there's still so much left to go as well in NMG. Honestly, there can be so much optimization for the wheel. Like, we'll get there at some point. I mean, at the moment, I'm like the only this marathon, we're gonna do so many safety straps. Так вообще у обоих раннеров направлены вебки на ноги. У них 2 вебки. Yeah, the game. We want to be really safe. Oh, come on! Here comes the pants! I had to get one in. Okay, so one pun. Let's keep it going, shall we? So тут мы обгоняем и поднимаем фонарь до того момента, как мы его должны поднять, и поэтому его моделька осталась на ящике. И она исчезнет, когда мы к ней подойдем. Ну, в определенный момент. А нет, кстати, они не стали почему-то подбирать. Я не знаю, не успели, что ли? Они пытались это сделать. Yep, easy peasy. You actually saw Dre there on the left. You can actually turn on the flashlight before you even pick it up, just by the act of looting the batteries. It does nothing, but it just sort of lets you load your batteries. Flex, you know? Yeah, it's just mini flex.
Не, на самом деле были уже рандомные моменты в игре. Забыл упомянуть, что ваша игра, ну, Alien Isolation не должен работать выше 280 FPS, иначе в некоторых местах, там, в катсценах или просто в сценах каких-то, игра будет замедляться. Такой вот рофл небольшой. Ну и в принципе игра в некоторых местах позволяет бежать раньше. Oh my goodness me, you're coming up with some really good quips right now. Oh, I was standing here. I missed the prompt. I didn't even notice. I was too distracted. Ой-ой. Ой-ой-ой. Да, да. Объяснишь? Нет. Well, let's kind of like, it does happen, yeah. В общем, да, потерял немножко у нас Дрей... Как его? Как это переводится на русский? Да. Я знаю, что это значит, но я не знаю, как перевести. Подсказка это, или, ну, как всплывающее окно, ну, в общем... Так? В общем, он немножко зафейлил. Мог войти намного раньше. В общем, он думал, что он затриггерил нужную вещь, но он ее не затриггерил. Да. И поэтому он потерял кучу времени. So here we go. So I've got to light the flare. Stop running before I go in. Throw it over here. Hope that the humans don't look at me. It looks like it's all good so far. And we're going to be introducing Да, у нас сейчас Ника начинает, дошел до момента, где мы будем использовать краудж-хоппинг, как он называет это. По-моему, это называлось Silent Running или что-то подобное. И у него ничего не получается. Здорово. Заметили. Ну, на руле это сложно, наверное. Ну, это блин, да. Я бы забиндил это на приседание, ну, крауч. Бибикал бы и ехал. А, так у него не получится краудж-раннинг на руле, да? Не-не-не-не, все окей. У него волкинг, но он бегать не сможет. В общем, что он делает? Он постоянно нажимает приседания и идет. Это чуть-чуть быстрее, нежели просто заходить в крауче. И за Дрейксом погоня. Не, вообще, как бы... Ой-ой-ой. Они оба заруинили? Да. Они теперь сравнялись, они сравняли. Они один в один, просто посмотри на это. Походу, да, они будут бэкап-страт использовать. Чтобы отвлечь кучу людей, и нам надо кроуч-волкингом пройти. Пройти так, чтобы нас не заметили. Ника еще раз не получилось, да? Гонка обещает быть офигенной. Вообще тут есть, как сказать, вариации этой механики. То есть крауч-хоппинг, ты делаешь... Ой, Ника опять убили. Жесть. Что у нас там по ставкам? 200 на Ника, да? Ну что там, как ставки-то? 120 на Ника, да? Окей. Добьем 200, ребята, 200. 7 минут осталось. По-моему, Дрейкс уже сильно впереди, как бы. Ну, тут я даже не уверен, справится ли Ника догнать его или нет. Конечно... Конечно, да. Так вот, есть крауч-хоппинг, есть психобег. Тоже есть чужики. Ой. Да, есть чужики. Психобег — это еще более веселая штука, которая позволяет просто бежать в бок бесшумно. Это намного быстрее, чем крауч-хоппинг и чем просто проход в приседе. Как же они неохотно добивают до 200? Эх, ребята, вы что? Реально, прям совсем-совсем медленно, как сонные мухи.
У нас здесь покчемп локация. Ой, покчемп. Покчемп. Гонка. 4 голова. К сожалению, нам надо будет сейчас распрощаться с другом. А, ну... Дрей уже распрощался. Его кушал чужик. Все дела. Чужик тоже должен питаться, правильно? Ну, сейчас еще раз покормим. А, ну да. Получается, тамагочи. Мы скипаем эту локацию. Простите. Тут сегмент, когда вы просто стоим, ждем лифта, и вы можете делать что угодно до того момента, как он не приедет. Можно вообще с ума сходить, беситься, бить стены и прочее. Но как только подъезжает лифт, нужно быть очень тихим, иначе вылезет чужик. И вы будете следующим его завтраком, обедом или ужином. Совсем непонятно, ночь это или день, потому что мы в космосе. Всего лишь 3000 не хватает до 200 на ставках, ребят. Ну вы чего? Ну вы чего? Я вас когда-либо обманывал? Вы что? Вы столько залутаете пунтосов, я вам отвечаю. Ты прям вообще точно никогда не обманывал. Вчера прям очень много ребят полутали. А в прошлый раз сколько было? Там почти по 300 было. Да. Да? Я думаю, стоит побить немножко рекорд. Ну, было 270 с чем-то было. Тебе лишь кого-нибудь побить бы. Да? Да. Ну, я же спидранер, бит, ВР, там все дела, там, Понял. короче. Make sense. У меня кончились пунтосы до прошлой ставки, сори. Я тоже как бы пропустил. Ну, я 80 тысяч вчера, позавчера проиграл. Забавный момент. Тут, по идее, должен быть немножко стелс момент. Не надо так подбирать по казуальному. Ну, не рассчитана игра на то, чтобы казуально подбирать этот хакинг тул. На самом деле можно просто дойти до него и поднять. Почему и нет? Ему нет, когда да? Мы потихоньку пробираемся к первому более-менее такому рандомному моменту. Там, в общем, есть паттерны некоторые у чужого и у людей, которые будут находиться в зале. Да, и искусственный интеллект на сложности Nightmare абсолютно не прощает. Если ты делаешь какое-то неправильное движение одно, тебя сразу же слышат люди, ты сразу же проигрываешь, тебе все приходится ресетать. Да? Да. Да? Дрей сейчас находится на сегменте, где можно покрафтить, пока отодвигаются серваки, или что это, ячейки. Он ничего не будет крафтить, видимо. Вообще тут крафтится вроде как smoke bomb. Если он ее не подобрал. Я что-то не увидел, подобрал он ее. Выпала ему она или нет. Сложно это заметить, на самом деле, это буквально полсекунды. И он так. Не видно. Так, ребят, у нас минута осталась, давайте хотя бы 250 добьем, ребята, минута. Доставка. Давайте ладно, у меня есть 500 пунтосов, я волью это все в Дрея. Я тоже уже в Дрея влил.
Вы согласны? Он впереди, он нормальный, он хороший раннер, он просто на колесе никогда не бегал. Ну, не заливал раны. Он бегал, конечно. На самом деле готовился. он супер профессионал. Он реально, ну типа изи пунтосы. На нем даже, он, смотри, коэффициент какой хороший. Ребята, 40 секунд. Реально, просто изи бабки, серьезно. Я залил все, что у меня было. У меня 9 пунтосов осталось. Все, что было на Дрейкса. 80 пунтосов. Все, я 9 тоже залил. У меня 0 теперь пунтосов. Сюда! Залетает, все. 300 тысяч, успеем ли 20 секунд? До 300. До 300, надо бить рекорды, бить рекорды. Ребята, давайте, до 300. Вы прям жесткие. Кто? Теперь коэффициент на Ника. Боже мой. Мое почтение, коэффициент на Ника. Кто этот ставщик? Покажите мне его в чате. Жесть. Это сумасшествие, ребят. 370 тысяч. And also run away in a specific direction from Steve. But a quite nice little workaround is to go around the. Ребята, я надеюсь, вы читали там маленький мелким шрифтом текст о том, что комментаторы не отражают стопроцентную вероятность победы. Сейчас посмотрим, как паттерн. Как раз Дрей приближается к паттерну. Так, сейчас. Он делает бэкап страту, ну правильно, правильно. Он решил обойти чужика, чтобы не попасться ему. Посмотрим. На самом деле Ника может на этом нагнать, но это опасная вещь. Тут есть 6 паттернов, которые, да, могут дать абсолютно разный результат. И все хорошо. Дрей все окей. Он прошел. Не, Ника его еще не нагнал, но он может сократить. И вообще все, что угодно может произойти в этом ране. Это невероятно рандомный ран, вы не представляете, насколько. Все, что угодно может произойти. Ника пошел также по сейф-стартам. Решил не гнаться. Сломя голову. Более на колесе они гоняются. Просто интеллект чужик в этой игре это что-то... У Ника! Ой-ой-ой-ой-ой! Чего? Ну как так? Ну Ника, как ты умудрился сейф-страту запороть? Ну... Видите, мы вас не обманули, ребят. Изи пунтосы, изи пунтосы. Да, и страты, даже сейф-страты на кошмаре, не такие уж и сейф. Все, что можно сказать. Это прям жесть. Да, у нас тут взлом идет как у Дрея, это как скилл-чек в ДБД. Мы должны щелкнуть правильный момент. Я не играл в ДБД, но звучит как будто бы не так. Это Дрейк сказал, я просто перевел. А, да? Да? Он врет, мне кажется. Ника смог, Ника смог. Да, но, к сожалению, он потерял около минуты, наверное, уже времени. От Дрейкса зависит. На самом деле, мы сейчас вот приблизились к концу игры. Да, к концу игры. На 28 я хотел минут. сказать, вообще, поделиться впечатлениями от Alien Isolation, казуального прохождения. Ну, Ника сейчас приближается, Дрей уже там. В общем, мы застаем момент, когда андроиды сходят с ума. Вот, это достаточно напряженный момент, если играть казуально. И меня больше в этой игре пугали, конечно, андроиды, потому что они прям морозные какие-то.
Oh god, the Hughes death is just so annoying. Ну, они как будто не настоящие, да? Ну, да. Как будто не люди. Ну, они старые модели, они не похожи на людей. Потому что новые андроиды похожи на людей. Вот как Сэмюэльс. А, подожди, Сэмюэльс андроид вроде. Или нет? Я, подожди. Погодите, стоп. Бом-бом-бом. Я либо путаю. Yeah, don't feel sorry for Hughes. He got what was coming to him. But we don't know if we talked about it, but this is the second minigame that has been introduced into the Либо run, нет. which is basically like, you know, line up the dots or line up the lines. Ну это лоры when you чужиков. line up together. Блин, чат. Сэмюэльс андроид или нет? That was too Путаешь. close to comfort. Yeah, it's always. Похоже, путаешь. Yeah, I had a really Видимо, да. really like a perfect RNG on my minigame, so you can Или see нет. what I was doing all that while. Yeah, no, I saw that. Very nice pattern. So the Android Чат, не душите. Я путаю или нет? AI, sorry, Yes. they have Take it away. very good hearing. They move quickly. Android grabs. There are two types of androids. We call them Joes, the vanilla ones here that you've just seen, and Super Joes, which we'll get to later. Oh, dude, I got door break. Ну ты путаешь. Не, не About путай. 18%. Wow, door open for you as Не well. спойлери, я не знаю. And Android punches are about 10%. Remember, these guys are Ты already. чё, ладно. делал Олег Изолэш? Никаких спойлеров. Это не я, это я чатик I зачитал. did skip the shock, so I should have 72 still. Yeah, Unless I I got should have shot. some That was as well. Подожди, у меня тут есть Which is an unusual краткое problem. Most описание. people know when they get shot, but Еще okay, that was a tickle right there. двухлетней So we давности. basically cancel. Oh, come on, get the button. Краткий пересказ This might be bad, сюжета, this но might я be bad, this might be bad. надеюсь... Oh, we're okay. Не, я не Okay, буду so его the читать drayux вслух, потому что elevator там to a много certain плохих depth. слов. I missed the button because the Oh, God, why elevator did I do button that? prompts Oh, God, are why like did I do really that? weird. Ну, возможно, там что-то есть про Сэмюэльс. Why did I do that? That was Oh, very especially tense for 180. Nico. Very tense 180 there. So yeah, if you fire a revolver shot or actually any type of damage, so it can be a shotgun shot or a flamethrower burst, as the android is going to the act of grabbing не you, знаю, you won't не take видел. damage, and it will give you grab immunity for 10 seconds. The game doesn't want you to be grabbed over and over, which Most of the means... Yeah, Every most of so the time. often it bugs out and you get grabbed anyway. Yeah. So it's a useful technique we use when androids are bunched up together like this at the end of this mission. So very, very solid. All right, I'm thanks for making my way. spaghettiing. I'm making my way I downtown. got a Walking spaghetti past. droid, dude. Yep. Also, just to give Android! you a Он- story, это lore-wise, Android. there's Всё. I guess an emergency broadcast from Samuel, so we know that Samuel is alive and well. Это And, конфирмит we skipped the информация, cutscene я there, не obviously, as сошел we're с ума. speedrunning, but essentially he tells us that Taylor is injured, and we have to head off to the medical bays to meet up with them. And then, Но я не буду what probably is, спойлерить I'd say, the мейн longest / one of the scariest missions поворот, in the что game, на the самом first деле playthrough, андроиды не сошли с ends ума, а up были being запрограммированы actually pretty защищать chill. We'll get чужих... into that in А, a second. ой. Yeah, it's a pretty easy mission, you know, if you get the key code. It Ой. makes your blood boil the first time you see someone do it. Like, what? You can get out in 4 minutes? I spent an hour there, man. What? I think No, now would be so, a good time to actually take some plugs as well, because with Yeah. Dre coming up towards like, Премию you know, мы залутали, the last like waiting part Кстати, towards револьвер. 5, I think. Yeah, I think that'll be a good time. который Yeah. не причиняет вреда Yeah, absolutely, чужому, в because we have принципе, a good как amount и of все в donations этой to игре, mention. не Oh, причиняет ему Yes, we вреда. have $5 from Sebe444 who says, shout out to Nico. Another $5 from Moggy who says, good luck on the run. Ну, камон, And ребят, Sid игра Summer, вышла в do you каком? think В aliens will like ice 12-м? cream? А, не-не-не, в Definitely. каком? В yes. 16-м They They году? like anything to do with humans. I Like, mean, humans the are ice cream will annoys me, become an check it acid out. at the end of it all, but you know, at the same time, it's fine. А isn't игра it? вышла в 2014 году, That's да. bad. Frozen acid? That's Да, like- я так и Sounds сказал. like a Игра really вышла в good 2014 году. А как ты сказал? Okay, keeping going, we have $35 from Impact Tide who says, I have been bothering my brother all day about this run. I have been so excited. Drayux, Nico, steering wheels, and Steve. Is there a better combo? don't think so. You tell me. You tell us. Whoa, that was close. So that Joe down there. Да, у Ника он почти Some умер. downtime here. Он почти That Joe достал loves to андроид. spaghetti noodle, you know, just turn Yeah, in you weird saw directions. Shut mine it down. spaz out. Nico's did his weird turn and then grab. That's the hardest part, is you can't flick on the wheel. So when they do that, you just have to like shoot and pray. So because we're running it as well in the M4 bit, as we see Samuel's here on our left-hand side from Dre's POV, because we're running, the alien actually doesn't have time to get into position ahead of us. In casual playthroughs, he's often trapping in those vents. But if that android that Nico just shot had grabbed him, the alien 9 times out of 10 would have moved into the vent that's right above that android.
and he would have died. So very nice recovery. Вы все еще про спойлеры разгоняете. Так So we find out that это же спидран. so we sort of say hi Taylor. Не, ну bye, Taylor. конечно, She sort of я chilling понимаю, on the если floor, спидран like, please, thank гличес, you, and we just full run past гличес, her. где, ну, допустим, because как we're в Last I Guardian, didn't make a big note about it. I apologize, but yeah. там So просто there's some казуальное of those places where you прохождение, и can't sit around можно listening to это that выдать helper. даже We know Taylor needs за, help. We're gonna get her that help. It's like, не знаю, whatever it takes, dude. видео We know we gotta go прохождение. fast. We know exactly where the meds are. Like, we just have to deal with Dr. Coolman, which, you know, isn't very cool. He's Ну, cool ну, for тут a period of немножко time. свои приколы есть. Then he's just stone Это cold уже defensive. прям And then такое he gets stone colder very спидранище. soon after. It's cool Oh for a my reason. gosh, spoilers, Nico, spoilers. I didn't say anything. You're making your You own said stone assumptions right cold. now. Блин, они тоже разгоняют тему I read a спойлеров. couple of interesting donations. А мы на самом деле с Дрэем на одной I have two волне. additional donations that I Да. will mention. First, we have a $50 donation from Lemitz, who says, Wow. "Majestic good luck for bot runners. This is more awesomeness on top of already awesome event. This goes to Steve to give some slack for the runners." $50 is a lot. That is And super also- generous. We have $10 from Drew Lacan, who says, "Keep up the good work." And Nico, are we there yet? Oh, don't you start that. Are we there yet? It was the biggest meme of me ever playing Alien Isolation ever, where my whole community just... Да, и в донатах опять залетают донаты от комьюнити, которые троллят Ника. You know, as a kid, when my parents threatened me with pulling the car over, I thought that meant they were going to flip the car over. That threat always terrified me. That's always quite dramatic. Like, if you keep misbehaving, we're gonna pull the car over, and I was like, I don't want any of that. Is there All right, anything you want to talk about while we're on stream? Before we We're here for you, talk man. about the run. Так, и что у нас? Следующая Probably миссия. worth mentioning here. So this is mission 5. This is what I mentioned. Steve is first in his patrolling state, and we're about to see Так. the devs do a really Начинаем good job потихоньку making it very путаться. apparent that he's Все gonna в be игре patrolling 19 hunting us. миссий. So apparent that it works really И well. So he's на coming out самом that деле he's still coming их out that очень vent. просто Yeah, you запутаться. notice how Dre breaks his camera there Ну, by конечно, pulling out если the ты remote. So прям the раннер game- этой if you play игры, by the game's я rules думаю, here, and you ты hide уже не while Steve запутаешься doing ни his с drop чем. sequence, it takes about 10 to 15 seconds. You Но basically порой get this pattern where he's сложновато running around бывает, these corridors, когда he's terrifying you. Yeah, I'd now say he's- most people's first смотришь, playthrough, this takes a long time, this mission, It like does. Alien half an hour. Isolation, пытаешься But понять, if you know какая это exactly where миссия you're сейчас. going, and you know exactly where the key card is, that scripted animation buys Потому you just что, к enough сожалению, time to локации get this key card that в he's just игре, picked up off his dead ну, body and back to Coleman in time. Yeah, одни и Steve is, те like, же. Ну, finally active плюс now. тут еще бэктрекинг происходит. I think Drex's mic just cut out there. Yeah, Не, mine had as у нас well. трансляция But подлагивает. yes, Я надеюсь, что это просто меня. So Coleman, you find out just У меня from the вроде lore окей. perspective, the reason I he think said it's internet нет, might have possibly died кажется. there. this is Камера the умерла, issue as все окей. well. We'll continue while we wait for him to Какая? react. Drayux умер! Нет! Это не камера, это I'll catch Drayux! up to him, hopefully. So we'll see what goes on. If we do need to pause the timer, then we can. Пресс F. Не, ребят, походу пунтосы He's just put in the key card. слиты были только что, да? So Oh, if you PC get just blue screen. So what we'll do is we'll pause the run for a quick Ой-ой-ой, second. If we get time to pause as well ой-ой-ой, for ой-ой-ой. Drex Это to прям return. yeah. Это прям Should we go подстава. quick into mission and get some donations read? реально ран сегодня супер смешной во всех отношениях. Well, I wanna mention something about the charity. We are Да. raising money for Save the Children. Это, And maybe you're конечно, wondering, okay, if $5 is the minimum amount of the money I can pay donate, respect. does that will be helpful? Well, absolutely yes, because with that $5, you can provide education supplies for one child, giving them the tools they need to continue their education. So remember that every dollar you donate is really important. Yeah, great cause. Sure. Да, мы, кажется, ждем Thank you for all the Дрейкса. donations so far, guys. Like, the fact that we Пока hit подождем. that $500 pretty much instantaneously. Wasn't there a Чат, graphic? чат, мы supposed будем to be ждать made, Дрейкса? Nico? Oh, yeah, so Поехали. Flashlights had created an actual visual for, obviously to promote Novice to Nightmare, and there wasn't even any time to push it onto the stream or to Twitter because you crazy guys had already met the incentive. So
Drayux, is that you? Hello? Hello. I might be back. Hello. Ну такое тоже I don't бывает. know about Что that. Так, и сказать. drayux внезапно влетает. That is blue screen. Он уже тут О, стоит. получился синий экран. It's so difficult, isn't it? Oh man. I just gotta make sure I get everything open. I gotta get free pie going again. Было бы вообще максимально честно, если бы So ahead of pace, I guess. Ника перезашел на сейф. Steve can handle it. He's like, you cheated. So whereabouts were you in the run before Посмотрим, the blue ладно, screen всё happened? будет. So that we kind of like. I believe he was putting in the key Хотя- card. In the process of like, yeah, I think I just grabbed my pipe bomb. Okay. Script, run script. Okay, so oh wait, no, that's not gonna work because my wheel's not on yet. Да-да-да, у него сейф в начале игры. Не, они же постоянно Thank you сейвы everybody for your делают. patience whilst we get this back up and running. Yeah, that was not Все-таки part of the plan, Nightmare, I promise. все дела. Oh, it's not up yet. Xenomorph немножко Also, we больной. do have a speedrun Discord, so these guys are going to be showcasing lots of different strats for you, adapted for wheel, and just strats that we've figured out from years of playing the game. So if you like anything you see, or you're just an Плюс AD да, fan in general, or if you want to, try and explain to me why некоторых Prometheus is местах an есть. underappreciated masterpiece, just head over to speedrun.com/AI, and there should be a link to our Discord there. It's not though. What do you think, Drake? Should we go back to beginning of M5 or? Yeah, we can. If Yeah. you want to, we can just start fresh M5 and Yeah, let's do that. Да, Let's do и- that. Very, Let's very keep quick it fair. mission. and we'll be synced up on timing, and I think that works, all right. Yeah, let's do that. И So кажется, the reason ребята I- нашли способ, как... I'm hoping I don't blue screen again. No, Играть в what? эту игру. Нет, как Absolutely. сделать все Let по-честному. us know when your Они end is, немножко all ресетнут right с and другого everything, сейва. Yeah, I think. I forgot to hit the stream. I knew I forgot a step. I It's feel all like I good. missed it. I should be right ready. No, I totally forgot to open OBS again. That is totally my bad. Don't worry about it. All right, start streaming. Should go through here. Да, и Дрекс немножко забыл запустить OBS. Okay, so while we Я сказал, start again with the Круто. timer, I have Что a тут $20 сказать? donation from this А зачем он нужен? who says good luck in the race, Правда? Nico and drayux. And remember, Я думаю, as нет, Steve не says, нужен. which Как means ты wear your seatbelt, kids. Nice. God's I don't know sake. if my microphone has detected that. Oh no, it detected it very No, well. oh, It no. did. Oh, okay, that's amazing. All right, I see really glad about Drake's is that. back online. So when you're ready to get to M5, Yeah, Drake, hopefully it ports through to the thing. I can start when you're ready. If you just want to count down. just making sure that Tech knows that his stream is back online. Yep, I can see that. Cool. Oh, there we go. There's my feet. All right. All right. So you ready to go from M5? Yeah. I think so. Yeah. Okay. cool, So from the I'm top. ready to press the yes button, and we'll commence time as soon as we press mission 5. So let's just wait for if you go to mission save, Drex. Yeah. All right. And then I'm on the yes. Okay. So 3, All right. 2. И ребята 1, заново let's resume. перестартуют. И 3, 2, 1, они стартуют снова. Все, ресет, поехали, весело. Ладно, шучу. Шучу, да, Дрейкс получил себе синий экран на гранд смерти. Ну и фиг бы с И они ним. опять сравнялись. Да, ребята сравнялись, потому что они стартанули с одного и того же момента. Как же это... Почему они это сделали? Потому что Дрейкс был уже далеко впереди, но это никак не загрузить то, где он был на этом уровне далеко впереди. А Ника был там примерно в начале этого уровня. И ему не проблема ресетнуть. Может, кто-то задудосил? Да, да, определенно. Дрея? Absolutely. I want to mention that in the world's poorest countries, millions of mothers have no choice but to give birth at home with basic medical supplies or a midwife. So Иначе это и for не объяснить. $2.50, your gift can provide a mother in need with a clean delivery kit containing the essentials such as a bar of soup, a plastic sheet, a sterile razor blade, umbilical string, and a cotton Так, cloth это for the сейчас baby. пойдет So that's another good пятая миссия вроде как. another good reason to keep donating for saving the children. And also Absolutely. Да, remember that тут every time you donate, you can also задача на be эту part of any миссию of the prize raffles that we have. So you can check крафтить, that on the prizes облутать webpage. некоторые And места, also remember that you can крафтить put your money towards any себе of the different incentives that we have with светошумовую гранату, в принципе. race with a steering Ну и wheel. So продвинуться we дальше have по seen that сюжету. donations Ну, are она real and не incentives too. понадобится So в этой миссии, она remember that понадобится you can do дальше. a lot Просто with это any нужно amount сделать, of чтобы money you освобождать decide to donate инвентарь. to save the children. Вообще нужно следить I за... appreciate the plugs there.
Затем, чтобы у вас ресурс какой-то не забивался. A very important charity. So any of your donations, and again, like even $1 can go to such an extent of like helping. Благо в игре есть кучу моментов, когда вы просто стоите и ничего не происходит. The donation link, !donate in the chat, and we all big love you and appreciate you. Thank you so much. Yeah, and a massive thanks to everyone who's just watching the stream as well. I've been flicking through a lot of the ESA runs so far, and just the chat's been absolutely incredible the whole way through. So keep it up, guys. I have to say, you guys can make a really big difference. Is he gonna blue screen again? I hope so. Yeah, I know. I deserve a blue screen now. Maybe that's what happens. Также в этом. Exactly. There's something like one. Oh, that's a fast hack. Ooh. В меню оружия. Ну и вещей можно делать бинды. Особенно забавно на руле, конечно. I had a flare first round and I don't get anything this time. I got debated. Yeah, essentially, Coleman's too scared to come out, so we're doing his dirty work for him, as is like, you know, ends up being the theme of the game. A lot of the time, Ripley is the only one who's going to put herself in harm's way. So he wants Wally's keycard, and he also wants all the station's drug meds, but you don't find that out until you actually explore the level. And there's a lot of audio logs about like, where's all the patient's medication gone? Oh, Corbin's taken it. Yeah. So don't feel too sorry for him. He's gonna meet. I didn't know that piece of lore. I'm not gonna lie. Very interesting. You only tend to see it when it's like your first or second time playing. So if you watch someone who's playing Alien for the first time, they spend ages here, obviously, because it's terrifying. Now the fun thing about it as well, like speaking of like, you know, first time playing, you can watch all the speedruns of this game. You can literally watch all of them, but the first time you play it, all the speedrun knowledge that you have like taken in goes out of the window because the actual environment of this game, like for your first playthrough, is immense. Yeah, it's why I suggest like a lot of people to play this Nightmare as well. I know it's harder, but you get like the true human experience because like you don't have the health bar, you don't have any HUD. You're literally going by what is literally given to you, and на самом деле я немножко потерялся. So I'd say Nightmare definitely, like, if you're ever going to replay the game, 100% try out Nightmare. Exactly. So much added value. Right, yeah, so we're now. Revolvers can one-shot you, seem more realistic. Yeah, exactly. Yeah. We're now finally coming up to the point where we're both going to be meeting Coolman again, but he's not going to meet a very, very nice fate, so we're just going to leg it out of there and hope for the best, really. But Mission 6 is where the difficulty is going to start ramping up, where we have to start being stealthy. So we're going to let. Все. Это момент, когда. Ладно, не буду спойлерить. Да, вообще давай молчать. В принципе, не будем ничего говорить. Спойлерим. We talked about crouch hopping earlier in Mission 3, which is sort of just holding down W or forward, and interspersing it with crouch. Все для вас, все для вас. A bit faster than Мы жертвуем собой, чтобы вам не спойлерить. The alien in the beginning of this mission, as both players go to the Summerton here, is probably in, I'd say, his most aggressive state up until Mission 10. Yeah, if so he's technically active right now, as I was kind of mentioning the states earlier. He's in active state. Электрошокер, ну, это называется батон, да. Ну, болтаем батон себе, которым мы можем теперь побить этих андроидов. Конечно, можем побить чужика, правда, это не поможет. Ну да, это не поможет. А чужика на самом деле в этой игре спасет только флайер, и если он нас не заметил. Ну, огнемет еще. Ну, огнемет, в принципе. И тут момент, когда чужик появляется по скрипту в этом месте. Тут тоже могут быть проблемы на Nightmare. It's great on Novice how you can give him the slip sometimes, just walk straight past him. But unfortunately, Nightmare is no such luck. No, we have to literally be so quiet, so stealthy here. Like, поэтому нам тут вообще шуметь противопоказано. In practice, and I was like, oh yeah, that's not gonna work, and then it literally dropped in my face like. Oh gosh, Mission 7 is gonna be rough for me, dude. Yeah. So here's the thing about Mission 7 that's coming up is that there is some technical YOLO strats, and I say YOLO because
you only live once for those kind of strats, and it says. Ну и тут на самом деле есть Йола страта, которая, ну Йола это означает то, что там живешь один раз и погнали. Ну в общем, это страта, которую не будет делать никто из раннеров, потому что они не сумасшедшие, там не так хорошо время сейвится, поэтому просто пойдут бэкап делать сразу же. We're going to save after we get the key card here. So 2505. And yes, we have like for my case as well for operation for the keypads, I do have to stamp my foots. That's always good fun. So you're going to see Dre and Nico trigger an explosion here, which basically brings Steve down and contains him quite nicely towards that corridor, which lets us run all the way to these humans. You're also going to see both players throw a flare to distract some humans that are patrolling this corridor. There is 3 nightmare humans. I got good RNG. Nice. We're good. And if they're in your way, you have to sort of get them out of your way. Otherwise, you'll sort of soft lock there. So that's what the flare usually does. Кстати, Дрею получил хороший паттерн, у него не было людей по пути, и он спокойно прошел вперед. Мне пришлось ждать, пока они отойдут. But it's an extremely dicey, RNG heavy, audio sensitive strat. And even I think once you've mastered it, it's probably about a 60% success rate. So far too sketchy to pull out in a live race. Ника тоже все окей. It's just pretty unpredictable altogether. А ребята, в принципе, ну, вообще сбросили как бы с самого начала, ну, после того, как ресетнули игру, сбросили отрыв между друг другом. Так-то... Еще важно не зацепить случайно триггер около андроида, который валяется там. So going to take a safety save, and every single vent that these guys are about to run past is dead. Поэтому мы подходим сбоку. Сбоку от этих. От мониторов. Yeah, so this vent right there is a threat. Some of them are safe. That vent's safe. This vent is safe. It's down to if you get slowed down in your way. Yeah, and any human in your way you have to kill here in NMG. This vent is safe. All right. Oh snap! Come on, don't do it. And then the vent. That's not what I wanted to use. Oh no! So the vent Dre actually ran under there just before stumbletoning the human. Oh my god! It's a baton charge. Wait, what? You used one and got one? I used one and got one, dude. Серьезно? Дрейкс только что сделал Йола страту, и у него все вышло. Все абсолютно в шоке, я тоже в шоке, никто это не увидел. Ну ладно. Кроме Дрейкса. Не, ну это жестко. И у него просто золотое РНГ. Это что-то невероятное. Это что-то невероятное. Ну все, вы знаете, кто победитель. Ну, вообще это ему дало просто догнать Ника чуть-чуть обогнать его. Позволило. Ну да. Теперь он впереди. Ну, если у него еще один псот вылетит, то это все нивелируется. Попёл. Now we have about 30 seconds or so. Okay, we've got 30 seconds. I'm gonna read something really quick. Bohi donates $5 and says, "I'm so glad my cat woke me up in time to watch this race." And also, we have a $35 from Dexith with no comment. Да, у нас we have a улетает очередной донатики. Who says, "I'm really Пока что у нас катсцена happy происходит. for such a good cause." Awesome. Nice. Oh, we're so glad you What have you started? Да, сложные вещи пишут в донатах. Не перевести. Of PB pace, or not even PB pace, but ahead and behind each other. So, you know, it's some good gear shifts there, if you know what I mean. Yeah. Oh, God. we're really changing gears here to compete with each other. So you can see both. Push it to the limit. Sorry, I had to. Anyway, when Nico starts humming, Да, ребята хайпуют. Ника поет песенки, потому что он должен. But yeah,
Both players within really about 20 seconds here. Мемет по жесткому. Ну, пока к оценке, нечего вообще говорить. A lot can go wrong and likes to go wrong in this mission. It's also very audio sensitive, so probably going to give both runners about a minute of serious time here. Steve's moving around in the vents. There's humans, 3 of them with. И сейчас у Дрейкса будет очень сложный момент. У Ника тоже не дракон. У нас будет примерно 3 человека с пушками, которые будут готовы нас отстрелить. И мы ходим в вентиляции. Давайте посмотрим, как справится с этим Дрейкс. А после него сразу же Ника. Absolutely brutal to be on a run and then 43 minutes in you just don't get the RNG required. The game just doesn't cooperate. Anyway. И тут надо просто молиться. Тут просто удачи и минута без комментариев. Похоже. Да, эти люди, которые сейчас ждут нас, они любят быть... Я бы хотел сказать слово плохое, немножко грубое, не то чтобы плохое, но не скажу. Они любят быть не очень... Да, вот, в принципе, вы поняли, какими они любят быть. И хорошо, что мы взяли сейф себе. Да, и Ника пробегает просто сквозь них. А у Дрейкса не везет. Ника справился, а Дрейкс пока что не везет. Да, на самом деле не повезло с паттерном. Тоже куча паттернов, и Ника выпал самый лучший. Неожиданно. Да, Дрейкс начинает уже волноваться. Так же, как стоит волноваться вам, красная. И... Все еще нет. Да. Ну, как мы и сказали, они любят быть неконтролируемыми, они любят вести себя так, как захотят, и руинить ран. Да, и Дрейкс ведет по сейф-строке через вентиляцию. В то время как Ника съедают. Что? Никогда такого не было. И вот тебе опять. Well, now I've got to reset M7, so there we go. I didn't think, like, I honestly was a bit confused. I was like, it's so typical. Like, as we said, this mission is extremely fickle. As Drake gets past the humans, well done. So let me kind of touch on, like, something there. As soon as you press that, like, you do that hack, the Xenomorph shouldn't be even about at all. So the matter of fact that Xenomorph was about was very, very interesting. Yeah, I think there's any sound whatsoever, sprint bursting or anything, he just loves to pop back into existence. We made Steve really mad with that explosion. True that. He's hunting us. But yeah, so Mission 7 Да, Дрейкс предпочитает себе брать сейвы дополнительные, и мы не можем его за это никак осуждать. Я просто смотрю за тем, как Ника подходит. Это что-то... Так и Дрей тоже отвалился. Это что-то... Суть, в общем, этого момента в том, что нужно создать дополнительный звук вот в этом зале, где сейчас Дрей находится, и пройти дальше. Манипулировать искусственным интеллектом и не встретить чужика там, где не надо. За счет этого Ника сейчас может его нагнать неплохо. Какая-то миссия по счету? 7. Ой, 7-я?
Мне казалось, да, около того. Я очень сильно путаюсь. Слишком много миссий, они все очень Да, похожи. 19 миссий всего. Да. Они на одном и том же корабле находятся. Да, здесь Дрейк встречает андроида. В то время как Ника берет себе safety save. Okay, so he should be going for the compressor zone, you know? Okay, good. The xenomorph isn't down here. Да, и несмотря на то, что Дрейксу очень не везло, он все равно идет впереди. Как я и говорил, невероятно рандомная игра, и невозможно угадать, кто победит. Один Fire используется. Вот уже получается третий Fire. Всем. Я вот один не понимаю, как они так делают, так плавно поворачивают камеру. На мышке же обычно типа там все жопа. Ты повернул, у тебя дергается все и так далее. Вообще плавное. У людей, видимо, не руки, а это камни. Гифки какие-то прикольные. Установили. Да, и Дрейксу не везет по луту, но там есть парочку мест, где 100% есть кто-то. I'm going to drop another safety save. Good shout. I'm not gonna save here at all because I have a good И Нико рискует, он не берет safety save, благодаря чему он себе заэкономит 3 секунды, посмотрим, заэкономит ли. And we're coming up on one of the most intense and probably hardest parts of the game, which is mission 10. And a pipe bomb saves you a good chunk of time there, so it's always nice if you get a pipe bomb in time. It's not necessary. Steve is behind me. So I've got 2 blasting caps now, and that's all I need for the pipe bomb. So whilst I'm in this little elevator here, I'm actually going to craft it. So you see Nico just walking, not overdoing it there. Those humans, you see the flare in the top left, the glow on his screen. They've sort of gone to check out that flare. Oh no! I was trying to lure, so Steve dropped behind me, which meant that I had a limited amount of time. И Дрейкс пошел, я так понял, жадничать, он хотел себе забрать лутецкой. И он получил себе за это, он получил себе пулю. Хорошо, что он взял себе safety safe, а в то время как Ника пошел по... Oh my gosh, they saw me again. Well, then I'm an idiot. Что? I'm an idiot. You're supposed to get like 2 pre-designated blasting caps, and I must have only. И Ника не поднял. Кого не поднял? Он не поднял часть для лифта. Ой, так кто у нас отворился? Это бот или Максим? Это Максим отворился. Ника, короче, затупил, он должен был поднять себе 2 части лифта, в то время как поднял одну, ему нужно теперь возвращаться, насколько я понимаю, либо он найдет где-то еще. И в то время как Дрейкса до сих пор убивают, его уже убили 3-4 раза в одном и том же месте. This mission, this M7 that Dre is in, is extremely up and down, so it's completely normal the experience he's having. So mission 8 is это мемная гонка. Это очень мемная гонка. И Дрейкса все еще убивают. Это что-то невероятное. Кажется, он забыл там, поставил не Nightmare себе, а Ультра Nightmare или что-то подобное, потому что это что-то невероятное. Его просто уничтожают люди. И Ника берет себе сейф в этот раз. И похоже, Дрейк сделает это. Пожалуйста. Он бежит, он пробегает, он пробегает, он пробегает, он пробегает, он пробегает, он пробегает. Севлот, сюда. Все. Выжил, справился. Молодец. Я живой. Отлично. Все.
Теперь безопасности. Бангурос. Да. Что они должны были собрать, что не собрал Ника? Потому что он не собрал одну часть. Тенсор? Да, он похоже, Да. он собрал вместо двух один. Молодец, Ника. А возможно, это из-за того, что он сейв загрузил позже. Ну, типа, откатился на сейв. Боже. Yeah, mission 7 in particular. Mission 10 is another good spot. Что впереди? Мне кажется, из-за того, что Ника не поднял сенсор, у него большие проблемы, да? Ну, слушай. Ну, сейчас у него, по идее, 0 сенсоров. Он сейчас скрафтил себе что-то. Я не понял, что. По идее... Он хотел... Нет, он крафтит не сенсор. Сейчас это его стратка, в которой он крафтит себе какую-то другую штуку. Он говорил об этой. Да. Потому что остальные крафты требуют по одному сенсору. Этот крафт требовал 2. Да, здесь Ник разбирается с... Ой-ой-ой, как же он долбит! Как же он долбит! Просто забил. Уничтожает андроида. Ну, батоны следует экономить, потому что они ОП. Но они очень полезные, да, они невероятно полезные. И вообще мне... сложно сказать, где найдет Ника себе часть, которую он не собрал. Да, найдет где-нибудь, чё. В то время, когда drayux уже идет вместе со всем, что ему нужно. Но мне пока кажется, все еще Ника справится, найдет где-нибудь, да, и особо проблем не будет с этим. Полным-полно. Насколько я помню, лут системы здесь работает таким образом, что ящики не полностью рандомные. То есть пару позиций, одна или две позиции. Одна позиция там должна быть статичная, а остальные позиции должны быть рандомные. Ну, я имею в виду лут. Normally you're about 50 to 70%, and the android hits you between 4 and 5 times. So you're around about 10% health. Remember, an android punch is 10%, an android grab is 20. Ему рассказывают как раз-таки, как я понял, про то, что воспроизводятся ненужные анимации на лоу хп. То есть андроид может вас схватить, когда у вас здоровье падает ниже 20 и, возможно, ниже 50, но вероятность в этом меньше. And they will actually operate for us. Basically, what was up there was some humans who are going to usually come down the stairs and obviously control the area. But разница между пейсом drayux и Ника примерно минутка. Но вопрос, справился ли Ника с отсутствием своего айтема. Мне кажется, даже больше. Можно сейчас посмотреть. Ника переходит уже на следующую миссию. So we're heading into what is probably one of the best missions, your first playthrough. The best, most fun, most non-boring mission ever. It's a very Marmite mission, I guess is the best way. It's very polarizing. Throwing up the Marmite talk. But essentially what's happening right now is that we are heading to the Colonial Marshals Bureau, where we're going to be... Да, это следующая миссия. Просто еще не все, насколько я знаю, загрузочные экраны означают, что вы перешли на следующую миссию. Как странно это. They did a true naughty, but you know, you might as well talk to them because I wonder if they've got any information. Naughty Marlo. Yeah, I wonder if they've got any information that might be beneficial to you. Well, that's not really what it is, but we obviously find out the beneficial information that Marlo was kind of like part of the crew
Да, пока что, ребят, особо ничего не происходит. Ну, сейчас будет такая миссия. I believe he rocks up there Скучненькая. shortly after our mother and Скажем sees так. her flight recorder. Слушай, So it's very а close ты to заспойлерил showing то, the что flight миссия crew. скучненькая. Давай без спойлеров. I believe they're two Ой-ой-ой. separate crews. Also, fun fact, А the то, ship is блин, called этот the самый. ESA Парни Summer. тут пришли игру So if any of посмотреть, you а are ты им big on your спойлер. literature or Guys, like your sorry. Roman mythology, I think it means Ой, give her a ребята, gift or something like извините. that. This is a sick Русскоязычная же joke by the трансляция. developers that he's the one who brings the love of the yeah. Кто понял шутку, тот понял шутку. Возможно, еще найдутся олды. Ну ладно. It's so immersive, like it's an absolute love letter to Alien. Again, if you haven't seen Alien, Но вообще, playing this game would highly recommend it. я очень удивлен. So much extra То, что у нас appreciation for the нету details чата, into который making the game. But when you поправляет speedrun, it's каждое basically английское a слово. mission Куда он where you're делся, я не walking совсем across понимаю. Earth. And Вроде there's одни и an те же RNG люди, into а вот Вообще, просто чат англофицировался потихоньку. А, ну, видимо, да, видимо, правда. Промывка мозгов. Да, разница, кстати говоря, на этом моменте можно посмотреть ее. 2.50 зашел на следующий уровень Ника, и Дрейк заходит на него 2 минуты разницы. Ну да, почти 2. Не, ровно 2. Он буквально сгрузился на следующий уровень 2.50. А, Вот он на этом моменте он был 2.50. Сейчас он... Да, 2 минуты буквально разница. Жестко. Да. Капец, ну этого бы не было, если бы не произошел вылет. Да, были бы они примерно сбалансированные. На самом деле, я не знаю даже, как отсчитывать победу. Мы... Слушай, Кто победит? Кто... Не- ESA же не- определяет победителей. Все равно есть. Мы ничего не определяем. Это ESA Подождите, определяет. подождите, стоп. В В смысле? Ну, я вот считаю честным добавить таймсейв, который Дрей честно заработал к итоговому времени. Нет, не считаю честно. Если определить победителей, в этом никаких вообще вопросов не должно быть. Догмис прогнулся, ясно. Короче, у нас в этой миссии ничего не происходит. Все, что мы будем делать, это смотреть, как это называется? Оценку? Не-не-не. А, запись, да. Это не запись даже, а... Или запись. Ну да, мы вроде как находим мужика, который нам рассказывает о чем-то. То есть это воспоминания о том, как нашли тот самый корабль. Тут очень просматриваются детали из Прометея. Прям уф. Очень круто. Если, ну, фанаты, так сказать, на этом моменте такие класс. Это то, что хотелось увидеть. My two favorite streamers running my favorite game and one of my favorite categories. Thank you so much for the donation. Also, we have $5 from Design Tech DK who says, "Thanks ESA for allowing me to support Sable Children. Читаем донатики и смотрим прекрасную катсценку. Non-stop B. And Mission 9. Hype! Yeah, come on, Dre. You gotta name your steering. Sorry, I zoned out for a second. You gotta name your steering. Also, we have $20 from Buck Doctor with no donation, no comment. And we have a special $5 donations from Alien who says, "Come to Papa, stop running. So didn't know, but you're a dog. So let me hug you. I'm done. I'm leaving. Come down to Mama." Amazing. That's an amazing donation. Oh, goodness me. Alright, so let's talk a tiny bit about what's going on here. So basically, again, as I mentioned very earlier on in this run, we have to find alternative paths because this game loves to throw alternative paths. На самом деле я немножко обманул вас, что по этой миссии ничего не происходит. Тут также есть рандом, потому что ваши компаньоны могут себя по-разному немножко вести. Но это не то чтобы критично.
GG. Получается обманщик я, извините. So like we said when we mentioned Axel for the first time, all humans have RNG to their movement in some way. And there's actually 3 potential RNG instances here. So when we got that leg up, the crewmate who gives us a leg up, Не, я говорил про декорации конкретно. Потому что в первом, будем честны, декорации места, куда прибывают эти вот космонавты, они абсолютно невзрачные, не запоминающиеся. В Прометее эти декорации максимально себя раскрыли, скажем так. Ну, то есть, очевидно, это был полный референс первой части. And so the objective instantly completes and we basically skip it. It saves 40 seconds roughly for each mission, but because we have no way to predict it, we just add a time penalty at the end of the run. But coming up as well is we're going to do something that we mostly have been doing throughout the mission as well, but it hasn't been very crucial. In a point of when the game is loaded properly, there's still that opacity fade for it to actually, пройдем почти половину игры, если считать по миссиям. But during the opacity fade coming in, we can still technically operate the keyboard and mouse. Но, к сожалению, игра под конец начинает немножко растягиваться, скажем так. Go away. We're going to press forwards immediately, and that's going to cause us to basically go forward whilst the animations of these 2 humans are still kind of proceeding, because you can see that at the very top of the game it had the objective updated. Once that had updated, then the humans started moving, so we had that little bit of free time to get in front of the other humans. So yeah, it's a principle they would have used in M6 as well. There was that stun baton, and if you run immediately as black screen ends, you can run all the way to the stun baton, even though it's a really lethal part of the game. Yeah, that's kind of on a blindfolded route, but it's very tough to be able to do that in a general sense. I mean, if you are good, then try. if just otherwise, just don't attempt it. Basically, if you're good, only if you're good. Do we have any other donations right now, or any other plugs that we can do, for about a minute or so? Alright, let me talk about Save the Children. Save the Children was the first global organization devoted solely to serving children's needs and securing their rights. They're often the first or only child-focused organization working in the hardest to reach places, what is toughest to be a child. As a result, Save the Children teams have been proactive in preparedness for pandemic threats. Awesome stuff. Yeah, it's really great. Absolutely. So you see, this is a flashback mission, by the way. It's important to note. So we're playing from that guy in the cell, Marlowe's perspective, when he came aboard, and this is the story of how the alien gets aboard the station. So Nico, as he heads into the derelict here, is actually going to walk right past the Nostromo flight recorder, the red thing that Ripley sort of rage punted across the room when it was corrupted. And you're going to see a sort of encounter with a facehugger on Marlowe's wife, Foster. And it sort of ends up driving Marlowe insane, and he ends up becoming sort of, I'd say, feral. Feral, yes, that's a great way to put it. Oh my gosh. That is one word I never thought I'd use ever, but it works out quite well. Yeah, that's why he's in the cell. We gotta keep the station safe from Marlowe. He already brought one danger to it. So this bit is where the Italian really pays dividends. Да, мы сейчас зашли уже зашли, грубо говоря, в корабль чужих, и скоро мы найдем тут небольшие подарочки. As the dialogue completes, the objective updates, and Meeks realizes that he needs to walk all the way to the sledge and give us a leg up. If you run the game in English, he'll sort of walk all the way there, the dialogue will still be going, and he'll walk all the way back to the middle of the room. And obviously, we're not moving at light speed here, so we'd like him to be as close to that ledge as possible when the dialogue finishes. Yeah. And is it possible that I can read a really quick donation that I think that is really important? We have $10 from Samuel, who says $10 tonight. Ну, за исключением того, что здесь прекрасная катана. And also that $10 are put towards the sport full game easy bid war to name the creator John Maiden.
John Madden. John Madden, sorry. I used to forget all the time how to pronounce some words. Trying to speak on English when it's not your main language is a real challenge. You're doing fantastic, buddy. Yeah. But if you guys Speaking English when it is your main language is still a challenge. Don't worry. Exactly. If you I'm guys gonna try have to seen remember that, from this point that that definitely. Moonbase Alpha run that happened like yesterday or the day before, that's where John Madden was strife within the TTS as well. It was like one of the funniest runs like Moonbase Alpha in itself is a big meme anyway, so I mean you guys met the incentive of them to like to just talk in TTS. That just Сейчас ребята обсуждают прекрасный ран на хикафоне Moonbase Alpha, где инцентив был про разговаривать ТТС, кто видел, тот поймет. Офигенный инцентив. Я, к сожалению, пропустил. Я обожаю Moonbase Alpha и ни разу его не прошел, но пытался много раз. Чтобы ты понимал, невероятные мемы с ТТСом на оригинальном. Да. На русском рестриме мы тоже комментировали ТТС. Уже последнюю половину, вторую часть. То есть это двойной инцентив получается. Получается так. Ну, на самом деле, вот, это, я бы даже сказал, искусство ТТС в Moonbase Alpha, на ТТСе Moonbase Alpha написаны, есть музыка написана. Да, мы их видели. Допустим, мейн-тема Доки-Доки написана на ТТС. Представляете? Это просто нечто. No, you can't be arguing yourself that way. All right, so we're going to be coming down to like this point where technically it could be a P% break, but we are mostly going to take a P% break in mission 15. Ник уже подходит к концу этой миссии. Да, наконец-таки. Конечно, можно бесконечно обсуждать действия вот этих астронавтов, которых мы наблюдаем прямо сейчас. Потому что благодаря им проснулись кошки в моем доме. Ты чё орёшь? Мяу. Мяу. Спускаемся в это зловещее место. Okay, so while we wait, can I read only really quick? Absolutely. Dennis on the internet donates $5 and says good luck to Nick and Ray in Был там mission. однажды, мне не понравилось. Холодок по спине проходит. We always need like an M9. You hold down shift, but it never works. Big sad. You want to run, but you can't. Checking in with Drayux to see he might have accidentally got disconnected from the call there or something. Вот и... Can have a look. Ну, катсцена будет скипнута. We'll ping him hard. К счастью или к сожалению. Не знаю. Это уж сами решайте. Yeah, there we go. You're back. My tab crashed, dude. Oh my god. И возвращаемся на наш раут-трек. Не знаю, как это назвать. Все зачарован глазками Ника, которые наклоняются, когда он наклоняет руль. Это прям супер. You can see Nico running around here frantically for loot because he has limited downtime. Не, надеюсь, еще одного эпизода не будет. The flamethrower is a really, really crucial part of the AM run. It's got a Все lot of будет interesting окей. mechanics. Тут в этой миссии мы поднимаем огнемет, и чуть дальше будем его сразу же использовать. Будем угрожать чужому. And these guys are on wheels, so it's important that they get the items in now that they can craft. There's also going to be some downtime as they call this tram. As down Dre goes. То есть там тоже есть свои паттерны. Не обязательно стрелять из огнемета, чтобы чужой вас боялся. То есть, если мы получим нужную анимацию у чужого, это значит, что он будет смотреть на вас и как бы опасаться и очень медленно подходить к вам, пытаться к вам подойти, но не будет бежать на вас.
very, very quickly. Like, Вот, и вы можете спокойно уйти с этого места. Like you're shaking the wheel in like road rage. Oh my god, yeah. Moncasteer IRL, yeah. Oh my goodness, man. No, so part of the reason we were talking about the maintenance jack in mission 2 when we picked it up, and another part of the reason why this mission is so lethal is you go into a lot of fixed actions in Alien that sort of have long animations. So going onto a terminal, undoing a brace, powering up a power conduit, using a generator, things like that. Возможно, эту старту не будет использовать Ника. There's nothing you can really do. The Nightmare AI is going to see you instantly and rip you. So these guys basically have to get Steve up into the vent systems on good cycles, which they know from practice. But M10 definitely some serious time here. Lots of audio cues as well. Yeah. That the runners will be using. So good luck to both. It has 3 chapters. The first is called Lawrence. The second Вообще is чужик the third is called получается. KG. And we'll take them as they come. But Nico is heading into Lawrence now. Andre is just behind him here, picking up some loot. God, I need another blasting cap. I can't believe I forgot to get that blasting cap. Так, а что, у нас давно катсцена кончилась? Ну, только что. У Дрея только что кончилась. Ника зашел уже в следующую миссию. Все, у нас больше нет никаких катсцен долгих. Теперь у нас есть огнемет, и мы можем уничтожать все подряд. Вот на самом деле я не помню огнемет, поднятие огнемета к какой миссии принадлежит. Возможно, все-таки 9-й. Вот такие моменты на загрузочных экранах немножко сбивают. Ну, например, 9-я, там 8-я, 10-я миссия, может 11-я, может 7-я. Ну или 12-я максимум, но в принципе не сложно определить. Не-не-не, мы вот смотри, как раз таки у Ника что сейчас на экране происходит, мы идем опять же туда, это такой бэктрекинг достаточно лютый. Те же места проходим. А может это одно и то же локация, это один и тот же корабль? Да. So... Мы постоянно туда-сюда мотаемся, и поэтому можно ориентироваться. You know, I'm just gonna run it. This is very sort of like, you know, so we're just gonna make it work. We're gonna make it. There's a drop. Okay, doors closed. Cool. There it is. О, появились. Возвращение на маршрут. Прохождение маршрута в обратном порядке. Вот. В игре присутствует. Но никто не стал использовать йоло-страты с чужиком и огнеметом. Решили просто так пройти. Йоло-страт это не для марафона абсолютно. Ну это... Ну она как сказать йоло, она интересная, выглядит классно. Когда мы наставили курок на чужого и просто идем назад, и он за нами идет очень медленно, так идет. И в итоге так и не доходит. И Ника, кажется, съели. И это очень опасное место, потому что он не может ничего с этим поделать. Alright, here we go. Yeah, like I say, Mission 10 is very sort of like temperamental, especially because like one of the major strats that we used to use has been removed, where this sort of section would be a little bit easier to do, but... Now let's just get good. Up-vented. Hey, I mean, whatever keeps you alive, right? Don't forget your save here, Dre. Goodness me! Oh! My goodness me! Very nice. Боже мой. Ника только что был на волоске от смерти. Adds an extra level of adrenaline because you can't turn as quick as on keyboard and mouse. So very nice recovery from Nico there. I had a heart, now it's gone.
Oh my goodness me. Сбили дверной косяк. Oh, right. Просто потому что можем. Мне очень нравится, как Дрейк стреляет. Да, это просто шикарно. Если кто-то не заметил, то прямо сейчас... он уже пострелял на рестриме. Он стреляет на... Как это сказать? Как это называется? Hello? На коробку передач. Это не коробка передач. А что? Как будто бы это резко остановка, как это называется-то? Автомобилисты, кстати. Да, ручник. А, ну да. Да, это ручник. Я просто не шарю за лор машин. Бля, а вообще должен. Все-таки на руле играем. Срочно посмотреть гайд по машинам. То выглядит, да, забавно. Как будто он сидит в каком-нибудь X-винге. Лол. Ой, жестко было. Дрей сейчас прогнал чужого. Но искусственный интеллект работает таким образом, что чужой не пугается вас, он раздражается и уходит. То есть, если вы его испугали, значит он уйдет и вернется буквально через некоторое время. Точно вас не оставят. И не получилось, не успел повернуться, все-таки на руле играем, все дела. Это вот проблемы руля. У руля много проблем, так сказать. Как раз таки из-за того, что мы подожгли чужого, у нас не получилось просто его отпугнуть видом огнемета. Нам по-любому надо было стрельнуть прямо в него. To confuse the RNG of where the Xenomorph's going to go, you usually makes them up vent as well. Ага, боже мой. Это было очень интересно. Но он же как бы видел чужого за дверью. И он открыл ее. Это было очень странно. Я думал, появилась какая-то супер нереальная йолу-страта, но оказалось, все намного проще. Хотел умереть. We do have to take a safety save here and reload because RNG of the Xenomorph might be a little bit weird. Yeah. Да, дизайн игры балдежный, но он очень быстро приедается, прям вся игра вот в таком стиле. Одни и те же локации, одни и те же ассеты, и... Вот в конце только, когда вам дают выйти в космос, еще плюс-минус, хоть как-то. Опять спойлеры. Лучше бы, чтобы это было где-то поближе к середине этого, чтобы дать... Как бы это иронично не звучало, глоток свежего воздуха в плане геймплея. Ника справился, Ника вышел, отлично. И он достаточно сильно впереди, кстати. Да, еще не поздно слить. У нас еще целых 2 часа для того, чтобы слить. Вы будет обидно, если я второй раз пунтосы солью. Очень обидно. So I'll kind of talk about what's going on at the moment. So we're going to be running across over here. I'm going to take it easy and sprint burst across to this little plasma torch that we're going to be getting. It's basically upgrading of torches
and we're gonna be. I'm playing it safe again. I'm gonna actually turn off the camera because the camera can obviously make an alert for a human presence, which we don't really need or want. So I'm taking it easy, and we're gonna get over to this little door here to open up with a plasma torch. Now the android that's in there, we want to make sure that he is a bit of a distance away from the computer because because that's his computer. No touching his computer. Не везет, he gets angry and he wants to ruin people's day. Надо как-то выкручиваться. That android, if he sees you, is an absolute nightmare. No pun intended. I'm not getting on this pun train. That's enough distance away. That's fine. No, Jeremy, no, Jeremy, no, Jeremy. Oh my gosh. So Jeremy, you're shooting at me. И Дрейкс выходит. И да, разница между раннерами примерно сейчас 2 минуты. Все еще, опять точнее, даже не все еще. So Dre managed to tank a revolver shot there, which is very fortunate. As we said, it's like you are risking death, you know, because it's on an RNG wheel. 40 to 60% of your health or 100%. Но это все еще, кстати, 10-я миссия. Dre's exit is slightly faster because he took a... Да, дальше миссии будут длиннее и длиннее, потому что у нас всего 19 миссий. И они, да, они будут разделяться загрузочными экранами. Yeah, Gemini is very tricky. My world record run for Nightmare А у меня не слышно случайно used a strat that uses a flare and a голубей? flashbang, which is very precious on Nightmare. Нет, голубь перед Just to окном. get a more stable pattern in Gemini. So Нет, definitely one of голубь. the hardest parts of the game for sure. Я сейчас включу, чтобы было слышно. Now, I'm gonna be cheeky, and I'm gonna try to go for the canister shots. Скажи что-нибудь. Слышали? We drop downstairs, okay? Кто это? Чайка. Это голубь. Я смотрю на него. Вот он, это голубь, это не чайка. Какая чайка? Не знаю. Это не голубь. Голуби так не говорят. Я смотрю на голуби, он делает. Голубь вежливые. Голуби ру делает, да? Да. Ну, You pick up the flamethrower. Also, we should briefly go into flamethrower mechanics. But you pick up the flamethrower with 500 fuel, and any excess fuel that you don't reload gets given back to your как revolver, же, you have to give your revolver away going into a nuclear reactor. Дре Which is why ненавидит Dre чужой. peeved about having to revolve. Он его еще и сильнее байтит из-за It's not a этого. huge deal. It's just a nice quality of life thing. Из-за этого все становится все хуже и хуже. I don't have enough to craft a pipe bomb, which is what we would usually use here. So Drake's may get the chance to actually be in front of me because I'm и going to Ника сейчас будет делать бэкапную страту, потому что у него не получилось нормально, и, возможно, Дрейкс его в этот момент сможет нагнать, кстати говоря. А? Нет, не важно. Дрейкс будет сразу же делать бэкап. Да. Тут, кстати, тоже вроде бы где-то андроид валяется, который может вас схватить, если к нему подойти. Поэтому его тоже надо избегать. Не-не-не. Ну, чужик-то понятно, чужик ясно. Я про то, что будет андроид валяться как мертвый. Так, Дрейк стреляет по чужику. Чужику залезает. Сжигает фаер. Ну, прям радикально действует, в общем, скажем так. The RNG was not with us, so he has to wait and sort of juggle Steve's aggro here, stay out of sight while he pulls both these levers. I did okay. Yeah. На руле проходят. Нет. На самом деле они уже потратили очень много фаеров в игре. Я не знаю, почему Ника сказал про 3 фаера. Видимо, это в идеале 3 фаера. Может быть, вполне. Ну, что-то уже штук 5, наверное, было. Это пока что середина игры. Да, и Ника переходит на следующую миссию, он справился. И да, прям можно посмотреть сейчас. 32 минуты ровно Ника перешел на следующую миссию. Посмотрим, как справится с этим Дрейк. Когда он с этим справится, и мы узнаем разницу между ранами. А еще я сейчас на полминутки отвалюсь. I'm dead. Oh my god! What you say? I'm alive. I'm impressed, Riggs. Like, claps to you, buddy. Wow. Very nice, Usually, if you're that close, he'll get you, but I ran.
I think he lost line of sight of you for just a second there, and then it took him a while to relock on. So it's very, very nice. Nice little duck. That doesn't happen often either. But... Wow. So my little strat here is I'm going to try to make a bit of noise in this room, and I want him to kind of down vent in the other room. So I'm going to make a shot. Пытался минимум звука делать, чтобы... Я отвалился на буквально полсекунды, полминуты. Тем временем у Дрейкса только что случилось что-то невероятное. Он его спалил чужик. Дрейкс просто такой: все, я мертв, ГГ. И начал бежать. И чужик его потерял. И благодаря чему Дрейкс справился. И у них разница между ранами сейчас минута. Потому что он перешел на следующий уровень. Догоня! Да. Здесь сейчас находится Ника. Есть страта. Спайр. Можно немножко поломать интеллект у чужого. Для этой страты фаер нужен. Я не знаю, остались ли у него вообще фаеры. В принципе. So Dre doing the exact same thing here. Making noise to pull Steve down at the beginning of the entrance and run safely to the lever pool. Nico does this green hack. Oh, Steve! There we go. Да, Дрейкс там гоняет. У него происходит токийский дрифт. Он гоняет от чужика. Мне почему-то показалось, что сейчас чужой опустился обратно. Да, он не ушел вверх. So there's, if the alien is actually chasing you, they can kill you in that animation. So И normally мы просто убегаем от него. we flinch him with the flamethrower, so his arms go up, which buys you about 5 to 6 seconds before he'll start chasing you again. Usually it's enough to safely get out of the cutscene. Nico also improv the strat there, where he walked. Да, и у них сейчас небольшая катсценка. Он находится в невесомости. Да. He's not out of the woods yet, though. Yeah. Very, very easy to die here. На самом деле тут Whole waiting section with the alien coming up even after the scripted cutscene. маленькая разница. Да? Видно, Да. что маленькая. So limp and lifeless. Всего лишь минута. Это немного для игры в 3,5 часа, которая проходит. Ну да, да. Вообще, ни малейшего понятия. Они 100% в Estimate не успеют на такой сложности. Да нет, почему? Ну, шансы минимальные. Им буквально надо ставить VR, чтобы успевать. Сейчас VR будет. Ага, после того, как они трижды заруинили, сделали... Уранов-то, там ран всего лишь один. Этот ран кое-как успевает в этот Estimate. Excuse me, as my neck cuts out. As Nico's chilling in the vent section here, you can fire a revolver shot. Oh, ammo is quite precious on Nightmare, or you can sort of try and hide from the alien. And, Oh, I forgot! Oh, I heard it! I И боже, у Дрейкса... Ника завис экран, а у Дрейкса Oh my gosh, I жопа. got all the way back. I completely smooth screened that one right there. Что происходит What did you say вообще? from? Okay, you only say from there. That's fine. Дрейкса, на Дрейкса напали, когда он ушел в невесомость, когда произошла катсценка. И это потеря, потому что теперь все, теперь уже разница большая. It's not fair. All right, I'm going to be skimming a cutscene here, which is basically us going to be going from, you know, from the airlock, and the visual of us getting back to Sevastopol. It's super scary, super thrilling and stuff for that. So, at least we are back and safe. The cutscene that Nico just skipped is probably my favorite in the entire game. Ripley basically just parkours back onto the space station. И сейчас Нико будет пытаться скипать катсцену, и мы будем смотреть, как он будет паркурить. That was so unlucky. I completely forgot about that, dude. I'm so used to no CC. И кажется, Дрейкс опять погибает. No silent running here, sadly. Не-не-не, у него все окей, он прошел дальше. Я просто не понял тогда, о чем он говорит, что опять? У него случилось что-то. Ну да ладно. We've got some choice words with weights and just like the whole team of people who basically allowed for that kind of things to happen. So yeah,
So the alien has been, for all intents and purposes, ejected from the space station. So now all we have to worry about really is the androids, and try and figure out why they're going around murdering everybody. So we've coming now back. picked up вот one of our она. weapons, which Вот is a она, shotgun, 11-я which is, миссия. good vibes. Вот она, где Has a lot of cool начинается. mechanics, which we'll Всё. get to in just a second. This bit is RNG А as well. вот ты Yes, the back где. door is, Иди сюда. as we like to call it. So Nico got just the one droid. Excuse Так, me. Дрейкс у нас прячется. Oh god, oh god. So if this droid comes Ой-ой. over you, you have to kill him. I'm a reset. Or the elevator. I'm Да, just gonna и- reset because Okay, so because the of the android Да, is у not Ника in there, андроид that is like запалил obviously его, an и кажется, ammo ему waste придется and ресетать. also stuff as well. Не-не-не-не-не. It's not Всё fun. окей. It's not fun. Что? While we wait to Да, reach да, the да. spot again, can I read some У donations? него большая задержка Absolutely. цифровизации на Yeah. стриме теперь. Come Okay. on! I have 2 donations to read. А Дрейкса съедают Maybe опять! just wait till M10 is finished, actually. Okay, I'm gonna wait. Oh, Let my me know. I'm just Ты getting вообще, the worst luck right now. Смотри, где у него сейв So close. последний. Это же Yeah, просто the, жесть. А, I think боже, now's он the time. вернулся Crewmates, целый. Samuels and Ох, Taylor. Alright. I have $50 его from откинуло Ian минуты на Power to 2 say, назад. seeing Nikoheart and drayux take alien isolation from Нет, us Ника in this тоже way заруинил только really что. proves Он that заруинил games в секунд like this 30, have come full circle. а Это Дрейкс жесть. уже Amazing второй, game, третий раз amazing run, руинит amazing эту runners, локацию. amazing event. И теряет Thanks. уже. О And these боже. $50 are put towards the file name choice for the One Wager HD 100% run. And in this case, the donator choose TaskBot as a name for the file name. And also, Very I cool. have a $20 donation from Hyperwork who says, name is Eyes. Googly Eyes. Это прям Best of luck лол. to the прям all of лол. you. And they put a little heart on the comment. And also $50 from Knock on Wood, or Wood, sorry if I haven't pronounced that correctly, who says, my absolute 2 favorite streamers streaming Alien Isolation. Он No взял two other streams сейф had put a поближе, bigger это, smile конечно, on my face правильное over the last решение. year. Proud of both of you. Я бы, если бы Thanks, играл на everybody, Найтмэре, for брал бы каждый amazing сейф, я не donations. знаю. Yeah. Тем более на You марафоне, guys are ребят, amazing. ну Thank you вы all so much for чё? the donations and just all of the lovely support that you guys are giving to not just us, but to Save the Children as well. So thank you so much, seriously. Нет, но они все-таки спидранеры или кто? Steve, I don't have Не, enough fuel ну... for you. А спидранеры без башки. So briefly, as we I don't have enough fuel for you. Не, у Oh них my есть голова. gosh, dude. This is Нет, so они rough. камикадзе. I was Just at the brim- very Дрейк end of опять. Дрей опять he dropped anyway. отвалился. Okay. Ну, в этот раз хотя бы сейв. Нету сейва! must be a spicy bounty. Alright, so whilst we're at it, let's kind of talk about what's going to be happening here in Это Я не просто знаю, жесть. я не знаю. Он, возможно, Samuels is a sort of даже не выйдет из этого, These из этой androids локации that you've seen до конца working эстимейта. They're owned by a company called Seegson. And as you saw from the Hughes cutscene, ever since then they've been going around murdering everyone. So we're trying to figure out, one, Так, to get back to the martial law, Фунтосы. and two, to try and А figure out какой у why нас the там androids are so aggressive. And the, sort Да. of, the whole next 2 or 3 missions Плохой are коэффициент. figuring out that the company, the Wayland Yutani company from the Alien movie, have bought out Фунтосы. Но мы должны верить, что as soon as Ника they тоже found сейчас out those будет aliens руинить. and they've changed their sort of prime Потому что directive, I guess you иначе would say, Дрейкс уже никак не to догонит go and его. hunt down all the humans, sort of eliminate any evidence, and try and capture the alien for themselves. Very nice. Joe enters the cutscene. That was so. I think just it must have locked onto you or something at the end of the cutscene. Yeah. It's unfortunate when it does happen again. That is like, you know. Блин, а кто-то последней ставкой закинул там 50 плюс тысяч на Я не знаю, кто это. So Nico Я не знаю, кто это entering a сделал. very dicey В общем, part. Вообще-то, не знаю. мне кажется, в Мы, районе по-моему, с 70. тобой говорили, Spicy, типа, the game ну, will ребята, reset, очевидно, что Ник backstreet, победит, just like if Axel кидайте died все на there Ника. too. По-моему, так и был The разговор, survivors да? here, I don't know Я why, but вообще they're не just умею suicidal, разговаривать. aren't they? They love running Вот. in the path of your gun. О чем я и говорю. Revolver human that Nico's going to try and dispatch here. Just to Okay, get him I away from the got survivors. really we told unlucky him to do. last time. He Да, sucked right и at the end. Дрикса в прошлый раз очень ему не повезло. So you see Oh, that come survivor on. just ran right to the as Nico gets grabbed. Ran Да, и right кажется, у to Ника- the as he, Ника was поймали. trapping that guard to death. Ой, If еще и Nico тут moved его. his camera maybe 1 inch to the right, he would have killed the civilian Да, guard, его... but Нет, they его just не love putting задушат. spanner in the works, honestly. I've lost so many runs. Sorry, like that just got me in the way. I don't know why. As Joey picks up some loot here.
И Трикс берет сейф. Все. Он не умрет больше. Ура. Наконец-то. Он потерял здесь минут 10, наверное. Но он сразу же погибает. Сразу умер. Ну у тебя хотя бы сейф есть. I just shot randomly there instead of actually at the android. It's So all planned. So Nico using an Ой-ой-ой. fires a bullet wildly to the left and then takes us 2 steps. Как же... Just very smooth. Что вообще происходит? that's the one problem right now. Это такая 4 голова. Игра просто... Его 3 раза подряд убивают. I just wouldn't run full stop in. I was going crazy. I was so close to catching up, and I walked into that vent. Не, я верю, что он сможет реабилитироваться. Как-нибудь. Я не знаю, как. Конечно, сможет. There's so many vents close to you. Like we said, guys, M10 is just... Oh my, come on, dude. Его опять съедают 4 подряд. Ультра килл. Будет ли Грампага сейчас или нет? So he was in the way. I just had to wait. Yeah, you'd have to wait for him or flinch. Ну все, он... Он в прошлый раз тоже делал. So Nico's made his way back to the marshal. Come on, my dude. I'm desperate to get to mission 11 here. Yeah, you should be Что-то плохо. line of sight. Плохо. He's just chilling. Плохо. Ты просто не уходит. Он чилит. Давай, Дрейкс. Все. Он зашел в эту катсцену. Кажется, он стоял здесь около 8 минут, наверное. Это что за чем-то? Да, это что-то невероятное. Мне сейчас будут уже заканчивать главу. В то время как Дрейкс только ее начинает. Для него это очень плохо. Ricardo is still alive, and he's going to be our sort of comms man for most of the rest of the game. Ooh, shotgun. Let's see if I can do my my drive-by shotgun here because I love doing this. Ah, I missed! No! I missed! No! Не попал по башке. Neo from the android there. И немножко попался. Goodbye. Yeah. The hitboxes are in Alien are В принципе, ничего страшного. Quite visually accurate. So you have to really nail. Все-таки это марафон, а не ран. Nice. Here's me trying to flex and failing. That sounds about right, unfortunately. And that's okay. Any advantage I have. So you see Nico here, when he picks up the shotgun, normally we get 4 bullets in it on Nightmare, and you generally don't get shells up until the end of, let's say, mission 12 in the loot room. So you really need to make those shots count. You need to kill an android. Goodbye. There's an android in the showroom. I don't even know what happens to my voice half the time. Nico just legs it around here. Yeah, just plays past the parcel with the android. Another one can come down too. So you end up doing this sort of conga train and trying to run into the elevator at just the right time. И у Дрейкса опять плохой РНГ. Ему Что? Он сейчас умрет? Я не верю, что... Надеюсь, нет. Надеюсь, он успеет его забить. Давай! Он не может его оглушить. У него мало хп, его может сейчас схватить и опять. Нет, все, окей. Дрейк стрельнул ему в лицо с дробовика. Но андроиды живучие очень. Даже чтобы андроида вывести из строя, нужно 2 батона или 3 на него потратить. Тогда он, только тогда он сгорит. Какая-то сложность, Nightmare. Кошмар. Так, это не, это по лору же так. Сложно. Андроиды спокойно там теряют конечности и прочее. Даже глазом не моргнул, терять. Да, и будет спокойно функционировать, в принципе. Они андроиды. Где-то у них главный процессор есть.
we are reusing a lot of like the level До которого мы можем достать. Can be quite disfamiliar, if you know what I mean. Yeah, But what I just said is going to be happening here because once we go down this elevator, we're going to have to look at a computer to get the code. But here's the thing about it. The code's on the first page, so we're just going to be spamming the Q key or like the button assigned to Q on our wheel to literally just get out of it immediately. So I guess just returning to the plot briefly, Samuels has gone walkabout, and we're trying to find out where he's gone because we think he's gone to talk to the Apollo. Мне кажется, что Дрейк теперь будет постоянно сейвиться. Ну, на самом деле, оно может ему в плюс сыграть. Оно сыграло бы ему уже в плюс время, давным-давно, если бы он так делал изначально. Да, и читаем донатики вновь. Ура! You are watching ESA Summer 21. We are raising money for Save the Children, and we would like to thank Twitch and ViewSonic for sponsoring this event. Save the Children focuses on most vulnerable children, including girls who are forced into early marriage, young boys and girls who are forced into dangerous working conditions, or children at risk of recruitment into armed groups. So remember that Да, пока там зачитывается, куда идут деньги, у Ника происходят взрывы, бесконечные катсценные. Да, там упал PlayStation 5 bundle with Ratchet and Clank that if during Да, Дриксу все еще там не везет, он опять погибает. Дрикс еще не перешел даже на новую миссию. На 11-ю? На 12-ю. Он до сих пор на 11-й. Опять убивает? Тут, кстати, как раз-таки тоже манипуляции с ИИ. Вот Ника мог на этом погореть, но его впоследствии пропустил. Искусственный интеллект. Дре пока не получается. Ну, за гоночный симулятор — это категория прохождения игры на игровом колесе, да. Спидран категория, где люди, играющие, должны приходить на колесе. Блин, как жалко, что тут психобега нету. Я бы на это посмотрел. Я бы на это посмотрел. Они бы не справились с ним, я думаю, да? Это было... Вот если бы руль, знаешь, можно было бесконечно бы крутить вправо и влево, они бы постоянно его крутили. Это было бы хорошо, да. Loves to grab you from behind just as you get through this doorway. He likes to just like teleport. Ждем спидран в настоящей машине, получается. В настоящей машине тоже нельзя бесконечно крутить. Но там, не знаю, сколько можно поворотов сделать. Поворотов 5, наверное, максимум. Есть? Машинисты есть? Кто шарит за лор машин? За лор машин, да, шарится. Ой, схватил все-таки. Опять Дрейксон схватил андроид. I guess like two different AIs as well. Like he's trying to communicate with them in the format of like, you know, hey, let me forward a little bit. And because the AI of Sevastopol Apollo is trying to like protect anybody from getting into the core and stuff for that, Samus has to find a way to make his way through, and that is with force and violence. Now I'm going to do a little strat here, which is to shoot this guy in the head, whack him once, grab a key card, make my way around this way, Мы убили импостера, кстати. Блин, так это получается, подожди. Богу. Космический корабль, мы ходим, выполняем задание, и тут импостер стоял. У нас есть скафандр. Да. Красный, кстати, был скафандр. Получается, Alien Isolation и Among Us в одной вселенной? Так? Получается так. Confirmed. А еще знаешь, где мы ходили в космосе в скафандре
и делали таски. На Moonbase Альфе. Ой, ребят, ну это да. Это точно. Мне кажется, это 3 игры в одной вселенной абсолютно. Мне кажется, если он намекает на спидрана Могус. Я бы, конечно... Не, я шучу, я бы не посмотрел. Да, и Дрикс просто не понимает, что он сделал не так, что... За что он получил такое проклятие на этот ран. Проклятый ран. Не, так... Игровые колеса разные бывают. Тут у меня колесо не проворачивается. На... Ну-ка, сейчас попробую. Не проворачивается. А вообще, я не знаю, почему мы называем это колесами. Это же рули. Это же рули. Написано вилл. Ладно. Ну, наверное, поэтому мы и называем, да, но... Вот бы он еще и хэппи был. Хэппи вилл? И их два, то есть вилл. Там хэппи мил. А не вилл. Вообще-то хэппи вилл. Понял. Блин, а представляете, спидран Хэппи Вилса на руле? Поедая Хэппи Милс. Не, ну точно не на ЕСе такое будет. Возможно, в каком-нибудь ивенте на русске? А что за ивенты на русский, не расскажешь? Ну, балдежный фон бывал. Да, 2 части даже было балдежный фон. Так. Последняя была весной. Недавно прям совсем. А еще что-нибудь? А еще русскофон. Так. Там тоже полно русских раннеров. Марафонят, все дела. А это где происходит? Так на русский. На канале прям? Да, прям на котором здесь. мы сейчас находимся. Прям вот тут вот. Прям здесь? Так это Да, что да, это? да, Надо да. его зафоловить, наверное, чтобы не пропустить ивенты? Да, надо зафоловить, зайти в Дискорд, сказать, я спидранер. Если ты не спидранер. Тогда сказать, я не спидранер. Именно так и надо сделать. Пожалуй, сделаю это. Спасибо. Да, вообще, если без шуток, то у нас 7-8 будет проходить на этом же канале оффлайн марафон. А мы будем стримить оффлайн марафон прямо с стримфеста. Если вам интересно, что будет происходить, нам тоже очень интересно. Мы обязательно подпишемся на этот канал и будем смотреть. Если вам тоже интересно, то мы ждем вас, потому что очень важна нам поддержка. Нам очень важна поддержка на оффлайн-марафон. Очень много сил и денег на это дело вбухано будет. Для всех билетов и так далее. Так что 7-8. А можно будет купить билеты на конкретного спидранера? Можно будет купить билет на стримфест от лица RUSC, и это отправится сразу же на благотворительность. Ага, понял. А почему В? Ну ладно. На благотворительность отправится. Да. Если вы хотели бы с ребятами, руранерами, вживую их, так сказать, потрогать, их жирки, потому что они толстые. Да, вот. Там будет только Догмис, видимо. Вот. Тем временем у нас ничего особенного не происходит в ране, даже никаких манипуляций пока что не происходит. У Ника на экране чисто он кинет штучку или ломает наоборот. Я не помню. Не, по сюжету мы должны взорвать что-то. Ну, взорвать часть корабля, по-моему, чтобы убить этого. Взорвать часть корабля, взорвать часть команды, взорвать часть корабля, взорвать часть команды. Капитаны. А капитан еще. Потому что корабль равно капитан.
Так, на самом деле я зря закрыл пояснение к сюжету. Да, открыть. Ну, по-моему, это сейчас тот самый момент, где мы начинаем все ломать и взрывать. В общем, там такая Санта-Барбара начинается. Я даже боюсь это читать. Давайте попробую выцепить этот момент. Rest in peace, Sammy. Rest in peace. But yeah, also Сейчас another key найду, word где thing этот that момент. actually shouldn't Not happen here. sorted. Sorted's a bad word. Anyway. А вот. There's a cart coming up that Мы Niko's уже got узнали, there. откуда If you're playing on mouse появился... and keyboard, Ну, по like I сюжету said, мы we уже buy узнали, grabby, откуда all the появился hugs, we buy in mouseware, excuse me, зараженный to actually use. And if you mouse wheel this чужиком cart, человек. you actually plummet То есть down into the это floor. For some reason, it makes the cart был teleport to the какой-то... end and come back. Была мать какая-то... мать нашей главной героини. Ну, не говорится, что конкретно это была Рипли, а это... Ну, говорится о том, что была какая-то ноунейм женщина, которая занесла все это. После... Да. После нас находит глава охраны, убеждают главного героя помочь заманить чужого в северную технобашню. Серверную технобашню. И взорвать. Не-не-не-не-не-не. Заблокировать все проходы и отсоединить. И у нас не получилось это уже, да? Ну, как сказать. Мы пытаемся это сделать, но у нас не получается, и наоборот разблокируются все проходы. И чужик спокойненько заходит. Не, мы хотели его просто заблокировать в той части. И сбросить. И когда... Не-не-не, просто заблокировать. А когда все пошло не по плану, попробовали заманить его в модуль, отстыкуемый, как раз таки, чтобы сбросить. Вот такие дела. В общем, я не знаю, стоит ли мейн спойлер рассказывать. Все равно никто не поймет ничего в игре, тем более в ране. Давай, говори. Аманда с ужасом узнает, что компания, на которой она работает, выкупила станцию, как она называется, Севастополь. Да. И Настрома это была, как сказать, миссия по доставке чужого. Да. И мы ее провалим, кстати, по-моему. Ну как сказать? Концовка открыта, по-моему, да? Нам непонятно, что... Концовка... Вообще концовка не открыта. Не открыта. В самой игре концовка открыта, но она закрывается CGI мультиком, который вышел после этого. Уже ее закрыли, да? Ну, получается так. Just 20 minutes too late. Yeah, unfortunately. So you can use it against the alien. Fun fact on OCC, they get to pick up the V3 pipe bomb really. Вот, а уничтожение реактора пройдет уже после, когда Рипли схватят чужой. На самом деле, вот это вот не очень. Ну, надо шарить за лор чужого, потому что не очень понятно, почему Рипли выжила и является ли она носителем чужого. Потому что чужие некоторых людей привязывают просто к этим, к стенам. И, ну, как привязывают? Я не знаю, они
Какую-то жижу выделяют, что ли? Я без понятия. В общем, как-то они закрепляют людей. Просто ждут, пока фейсхагер... А, нет, там как раз-таки по сюжету фейсхагеры только вылупились, а мы успели уже выбраться. Закрепляем ран. I'm still alive, but yikes, dude. You got it, man. I'm just ashamed, dude, man. You're speedrunning for charity. Сейчас будет момент вроде бы с падением лифта, и нас вместе с лифтом. Ну, кстати, сколько времени прошло? На самом деле, очень много, да. Очень далеко. Очень, да. И кажется, это уже момент невозврата. Но еще все может измениться. Красные, да, красные побеждают. Мы же ставили, кто проиграет, да? Да? So we have to activate an entrance and power up the core to be able to talk to Apollo. And another little lovely alien Easter egg here you'll see. We'll skip the cutscene sadly, but the text and the terminals. Oh, that was gonna happen. Oh, the grab. Oh no, I died. Кажется, Ника задушили. ГГ БП. Все, ну Ника потерял примерно 10 минут на этом. Красный впереди. Не, сейчас может он умрет тоже раз 20 на одном и том же месте и будет круто. О, 20 тысяч, наверное, или сотен хотя бы как минимум, чтобы Рюк смог его догнать. Да, ну да, ну да. Ну да. A short space of time, but it meant Nico could have just run past that droid and not died. Because a grab is less damage and more damage than a punch. So basically, like the little cheesy thing I did doesn't even apply anyway, so it's fine. It doesn't count. Everything's fine, guys. Everything's fine. All good. Не, это не значит, что один собрал, другой не попадет. Хотя в случае с этим радом, с этой гонкой, все выглядит так, примерно. Turn around. Oh, nice. Okay, so what we're going to be doing here, like in here, is basically the entrance to the Apollo core. Now, we kind of have to let down the security a little bit, and the reason for that is otherwise it's not even humanly possible to hack into the Apollo core. Now, even doing this as well, like, it has a few more seconds for us to hack. Now we're wanting the perfect puzzle. That was really quick as well. Ну вы хитрюги, ну вы хитрюги. It's our first encounter with the minigames, isn't it? So it's worth briefly talking about minigames. There's 3 types. There's the green, the yellow, and the white. The white is like unequivocally far and away the best. I'd say the yellow is the second best. Вот мы, кстати, подошли к ядру, как раз. And greens are so slow that we actually just queue out the hack. Начнем чистку. So the funny thing about that is, но выйдет из строя не это ядро. Вроде как. Вообще около станции пристыковано 2 корабля. И как раз таки корабль, который не на котором мы прилетели, повредит основную станцию. There is really, but you know, if you want to handle it yourself, please be our guest, if you know what I mean. And so we peruse further down into the bidding of actually trying to, like, you know, sort everything out, and there we go. I won't spoil it any further. I think that's kind of like the short format of the lore point, isn't it? Unless there's anything else to add there. Yeah, just a little, I guess, trivia point. We're going to skip the cutscene, but the terminal is exactly the same sort of text and shape as the one in Alien that gives Ripley the bad news that the alien is priority 1. So it's like definitely a reference to the first Alien movie. Спускаемся под реактор. Nice little Easter egg there. Достаточно красивая там локация. Если я не путаю с каким-то другим реактором какой-то другой космической игры.
Знаете эти реакторы? Ну да, в Амонгусе тоже очень похожее было место. Don't worry, you're going to be there very soon. Should we take a quick, like, 30 seconds of hugs? Кстати, Максим, ты был в реакторе в прошлом раунде? Во? Alright, we Неважно. had 2 different donations. First donation is from Len Tokun, who donates $25. Парни, кикаем его, он определенный импостер. Stay strong, drayux, we all believe in you. No. And Он we играет have $50 дурачка. from Rumble/Bolter. 100%. No comment. And both donations are going directly Слышь, вот такие... to the roller coaster. Я в карточные игры не играю. Always scenarios and Bitwarm or crash the coasters. I've seen a lot of donations going with that incentive. So if you want to help in order to reach this and any other bid, just remember to put your donations to any of the bid wars we have here on ESA Summer 21. If I'm right, we've reached О, кстати, 3,000, am I right? я вот не заметил этого момента. Счета был на миссии 9 $20 donations from для этой штуки. Cham, who says, a small donation for charity so В общем, the players can там properly gear up есть for the некоторые last страты. chapters and accelerate towards victory. And also Можно this скрафтить $20 бомбу, are вот, put towards которую the crash сейчас the coasters Ника donation. положил. Nice. Accelerate towards victory. I love that. Либо можно скрафтить какие-то две другие штуки. В общем, все зависит от ресурсов, которые у вас будут на тот момент. Save the children, you guys are incredible. Thank you so much, guys. Thank you. That is Right. a lot of money. Keep it Let's up. catch up with this little bit. Насколько я помню, бомба это лучший расклад. Which is the ion torch. It can get through these little these now panels a lot easier. Can actually get from A to B like just perfectly fine. Now we are using the EMP mines against these androids here. They are the Super Joes. Now, Karis, do you want to talk a little bit about Super Joes before we continue with this lore point? Nico's going to encounter sort of the last 2 normal androids for quite a while. The one next to this tank here, the far end. Super Joes have this sort of like protective rubber suit over them, bright orange. You'll know exactly. Вот он как раз рассказывает про это. Before, the one that grabbed Nico, but they're everywhere in the reactor. And EMPs don't work on Super Joes; they only work on normal Joes. In addition to that, Super Joes do more damage when they punch you, more damage when they grab you. And they have better reaction speeds as well. So you need to be a bit smoother with your grab cancels versus Super Joes than Nightmare Joes, regular Joes. But he's dispatched the Joe, so luckily he can just run around, do these power conduits, and then this tank is going to raise up. Dispatch as like as a kind of word per se. He's bashed his skull in with a maintenance jack. He's got okay, that's much nicer. And then the tank. Ну, рули, да. Рули дорогие, к сожалению. Ну, хорошие рули. Можно, конечно, купить руль. Знаете, вот такая есть. Я забыл слово. Я уже все. Я слишком переслушал английская речь. Есть такой производитель. Гениус, ну гениальные айтемы производит. Ой, предметы. Вещи. Блин, ну ты что? Да как переводится айтема? Скажите. А то у нас бонжурис don't know, как говорить по-русски. How to speak Russian, он don't know. Смотрите. Вот. Таким рулем поуправлять никому не советую, конечно. Looks good. Fine, yeah. I think you're fine. Yeah, so generally what we do is we stop, as Nico did there for a second before that doorway. Буквально этого руля вам хватит, ну, не знаю, на полмесяца, потом произойдет что-то ужасное. Не буду говорить, что. Будет спойлер, конечно. He would actually get to us in a proper time, but even though I was on the right side, подбираем пушку-колотушку. Now, there is a slightly riskier version of it where you really cut it very, very fine. And so you see as Nico charges the gun, the android's not in sight yet. He's just coming around the corner now. But if you do the risky way, the android is basically like 1 step away from you. It's very easy. Это было... I'm a good reset because he took his sweet time. Yeah, he did. Wow. Having a
Ты видел, что Ника сделал? Не. Что произошло? Я пропустил. Он подобрал пушку-колотушку, выстрелил в стену и сделал ресет. Он, в общем, он сейчас заманивает андроида. Подобрать как раз таки эту пушку-колотушку. И просто ждет его, чтобы выстрелить андроиду в голову. Вроде бы простая старта, но... Да. Теперь окей. Просто его решил затроллить немного андроид и постоять там за углом. Не заходить в дверной проем. Ну, скорее всего, я бы, если бы играл бы Alien Isolation на руле, я бы поставил крылья на этом. Крылья на руле поставил бы на бинт вверх и вниз. Ну, пришлось бы привыкать, потому что нужно понимать, какая рука за что отвечает, правая и левая. Там, правая вверх, допустим, левая вниз. Что поделать? Okay, so we've already too many sensors. Perfect. So I am going to do another safety save here because this could go wrong, as always. We're doing a simultaneous safety save? I think we might have done. Cool. Heck yeah. I'm just about to save right now. So very close to actually. All right. So there is a chance, like if you actually had a bolt gun shot here, you could do like a 360 no scope around here. Только сейчас сегмент там, где одевает маску. So I'm going to be using a revolver from this point onwards here. Now, это прям очень далеко. We are going to be using the same tactics that we have kind of utilized with the androids. В этом сегменте у Ника, пока я знаю, нужны будут Эми бомбы, потому что тут очень много андроидов. Ой, и он немножко не в ту сторону побежал. Ну, на руле играет, что поделать. Он успел оглушить, успел выстрелить андроиду в плечо. Он же готов был его схватить. И по каноническому лору, я, конечно, не эксперт, но вроде как автомобили вверх-вниз не едут. То есть, если у вас вы едете по дороге, она начинает ехать, ну, дорога ехать, понял? Поехавший я уже по дороге. Если у вас дорога начинает наклоняться вниз или возвышаться вверх, то вы дальше как бы не едете. Вы не знали? Надо выходить и толкать. Мы попадаем в улей. Это если говорить про ран Ника. Решаем его сжечь, но... К сожалению, будут свои проблемы с этим. Тут особенно классно на руле стрелять по фейсхаггерам, потому что тут нормально так надо снайпить их в некоторых моментах. И вообще тут... Так, но он их... Одного фейсхаггера убил огнем. В одном моменте надо будет убивать фейсхаггеров
с револьвера. Еще в одном надо будет убивать по нескольку штук с дробовика. Это прям напряжно достаточно. Можно там тоже время потерять. God, they're disgusting, aren't they? Just goo and guts everywhere. Nico firing a shot. So another mechanic that Dre mentioned M2 is creating Dre только в реактор зашел. Cause him to upvent. It's a principle we use in quite a few missions. Notably this one, M16, maybe a few other parts that I'm forgetting. So the fact that the Лицеобниматели, да, извиняюсь. that the alien goes and upvents and lets Nico just walk out safely. Yeah. Лицеобниматель. Dre heading into M14, very nice. Finally on my favorite mission here. That off good. Okay. All right, here we go. И сейчас вроде как по сюжету нам надо будет убраться из локации, но нас поймают. There is a facehugger at the end, so I'm just going to do a big shot here, and that's enough to kill it. Еще один фейсхагер отваливается. So that the facehugger isn't in the way of getting out, so nice escape. Yeah, facehugger corpses can do quite a few things. They can block other huggers from damage, which is very annoying, because you get bits of the game where there are 2 huggers or 3 huggers even together. No drop. And also cardboard boxes. For whatever reason, cardboard boxes in this game are made of titanium, diamond, reinforced kryptonite, whatever. So if the hugger in M17 in самом деле, gets under a box, очень интересный вопрос, как один чужой умудрился обосновать улей и расплодиться. Как он создал лицеобнимателей? That has become like such a game changer for Nightmare. So again, Karax, thank you so much for the knowledge, because I had no idea. Now I am going to do some shots at these super drones here. Now they take about like 3 to 4 shotgun shots to the head. Да не, на самом деле, и тот раннер жесткий достаточно. 4 shots, if you know what I mean. In categories like low percent, for example, here, you're on such little HP that you actually sort of have to lead these androids in a conga train and run all the way around, or try and kill them. Он тут не использует бомбы. That'd be probably perfect. Good call, Nico, good call. Ah, gonna run away. Как раз таки вот было бы неплохо иметь именно не эми-гранату, а бомбу здесь. Okay, someone's bugging out. Oh, might be my handbrake. Typical, isn't it? Но, видимо, что-то пошло не так. Oh, there's an ejection. There we go. So these, if you look at the 2 side-by-side profiles, so that Joe that Nico was just shooting, if he had EMP'd him, it would have done absolutely nothing. He'd have just wasted the item. Same with Molotovs. They have this line, don't they? I am built to withstand temperatures of up to 9,000 degrees. Nice. Yeah. Like that. Oh gosh. So, what do you think? Is the orange jumpsuit just a jumpsuit, or is it like their skin? It's rubber. Welded. I don't know. It's a rubber suit. Вселенная чужих очень странная. Я не знаю, что канонично, а что не канонично. Okay, so I've done one side now. So each of the first initial pull down is going to activate 2 of those computers. You have to activate реально можно случайно заскамиться всякими фильмами по типу «Чужой против хищника», «Реквием», там вот это вот все, знаете. Классные фильмы. Ну, Прометей это канон, и Завет это канон, ну, как считается, но стоит ли это считать каноном? Вопрос такой. Excuse me, sadly, as we'll find out in just a second. Bad RNG. There we go, thank goodness. The double. Чужие... There we go. Чужой 3 это там, где объединили Рипли с этим. But yeah, like it's just like that can be such an RNG situation. Это вот эта третья часть, где они в тюрьме были. Very easily, if you know what I mean. So yeah, now that we pull down this level, это очень странно.
Вообще, оригинальный... Ой, оригинальный чужой вообще должен быть другим. Он же должен быть... Во-первых, это вообще аллюзия какая-то на Библию должна быть, во-первых. Во-вторых, чужой должен был оказаться роботом, шпионом в конце. Ну вот... Ну что? To heal after the core, pretty much in all circumstances. We saw Nico cancel another grab animation there. It can be done with the flamethrower, fun fact. Pretty damn hard to do on wheel. You can do it on the shotgun as well. Вот я не помню. Четвертая часть чужого как раз таки о том, что Рипли клонировали. Так ведь? Yeah, best to be safe. Alright, so here's the fun bit. Well, we're trying to now, like, now that we've activated the... Чего четвертая часть не... We're gonna try to initialize this... Oh my god, it didn't shoot! Ой. What is going on here today, dude? Oh dear. Oh my gosh. Also, there is about, I'd say Забавно. about 70 seconds of downtime as Nico hits this red button, so you can... Хорошая РНГ в Dre. Take a break here. Some runners do it. I usually wait from 15. Because you get a little bit more time in the cutscene, but here's also completely fine. Oh, come on, now my hand. The bolt gun is finicky at the best of times, so what happens to Dre there actually just happens all the time. Очень классная РНГ. Hello, this is grinning for the camera. You see, and В общем, мы выводим из строя ядро, и на нас согрелись чужики. Как раз таки тот момент, который у Никохарта с первого раза не появился. Ой, да что? Да что это? Что он делает? Что он делает? Рычаг делает выстрел. Давайте посмотрим на эти сетапы. Короче, раннер решил похилиться. Ой, да что же это такое? Раннер, в общем, решил похилиться, чтобы его точно не схватили, и его схватили. Это просто пипец, ребят. Ну, я не знаю, Библия тумпы в чат, это просто жесть. Я не знаю, как это прокомментировать. Their rights. They are often the first of only focused organization working in the hardest to reach places where it's taught to be a child. As a result, Save the Children's teams have been proactive in preparedness for pandemic threats. Блин, не торопись, пожалуйста, чел, не торопись. And also you can put your money towards different donation incentives we have for the next rush. Dude, my handbrake is totally on me. У него бинт перестал работать. Что? Он сломал руль? Кого? Что срано? Блин. Давайте договоримся, победила дружба, пунтосы вернут всем. Это самый больной ран, который я видел. Sure. Yeah, my pace right now we're gonna go over, that's the part that's stressing me out. Just unfortunate. Yeah, it's unfortunate when a tech can go wrong because again. Да, он с ручника не снял, вот и все. Вот и все. Вы посмотрите на лицо андроида. Он настолько смув. Ой, она настолько гладкая. Возможно, еще пресет стоит. Ну, судя по отражениям, пресет веселый стоит. Ой, да сломали ручник.
Just little tiny optimizations there. And now that the nest has exploded, our backup strat is to try and, or backup plan, I should say, in the plot is to try and find Marlowe's ship because he's disappeared from the cells. Смотрим, что происходит у него. First person in mission 9 when we were exploring the alien planet. So he's gone to get a ship, and we know it's parked close by. Подожди. Ну работает же, работает. Он у него работает через раз. Я не знаю почему. Yeah, also this whole section past this red box that Nico just ran past is a silent area, so Steve can drop silently outside the room sometimes. So best to just walk after he picks up this upgraded hack tool here. Are you all set now, drayux? Смотрим. For the time being, give me just a second. I'll try to describe what was going on. Yeah, no problem. Sure. Да, пошло. Oh, it stopped working again. Ой, да что? Да что же это такое? Это невозможно. Это невозможно. Я бы взорвался, наверное, сам уже. There's nothing left in this handbrake. Do you have a flipper that you can use maybe for the... Yeah, apologies guys. It completely died. So what usually happens is it has a range of... Тем временем Ника просто выходит в космос. Он... Чтобы вы понимали... A few weeks ago it started dropping from now it was only 800 to negative 1000. It was going down and down 700 to Чтобы вы понимали, он, я не знаю, насколько, на 2 миссии впереди. It was going around at 200 to negative 1000. And then it stopped working here. It was only going negative 600, and now no matter what I am, it's negative 1000. So it officially, the sensor is completely shot on me. I apologize. This was definitely not anticipated for today's run. Is there any other things that you can like Не знаю. Yeah, let's see if I can rebind. Я не знаю. Yeah, in fact, I don't have this button bound at all. Let's see here. Самое неожиданное, что могло произойти. Серьезно. Carix, for the meantime, did you want to talk a little bit about Mission 15 and what we're up to? So that one. Yeah, happy to. So we made it onto the shuttle that we were looking to try and join the ESA Summer. So we're now on board the ship. So we know Marlowe is on here somewhere. 15-я миссия, I see a key code entry there. Wait, what? Рэй застрял 4910. 13. Oh my goodness, mate, what am I doing? Wait, 4910. Not an M17 yet. 4910. 4910, I want to say. Yeah. I messed it up. Great. I've got bad news. My handbrake's on a slider, Это... so I activate it considerably differently than my wheel buttons. You might have to do a bunch of coding. Тем временем у Ника осталось еще 4 миссии. Yeah, sorry, did I misspeak? 451. Yeah. That's on me. So we've made it on board his ship. Let's look at Joe's stream there for a second. And we know he's somewhere around. We don't exactly know where. У меня еще, походу, Догмитс умер, я не знаю. Кто-нибудь его слышал когда-нибудь? Я только сейчас заметил об этом. Я не знаю еще, какой ESA вынесет вердикт по этому поводу. Возможно, стоит вернуть пунтосы, действительно. She's just a torso, some arms with no legs and no head. But she loses her arm there if you rip that generator really fast. Not actually sure why that happens. It's just always funny to do. One final blue hack here, and then the next section will unlock. And you have to go through a series of obstacles, including one face hugger, before you actually find out where Marlowe is. And like we said at the beginning in Mission 9, he's lost the plot a bit since his wife got face hugged. And he's, I'd say, definitely the antagonist for this mission. На экране вообще какой-то сюр происходит. He plans to turn the entire ship into a bomb and ram it into the space station to blow it into the gas giant. So that nobody makes it off. Drayux, by the way, if you're Что случилось? this is still racist after that. Ребятки, такая произошла ситуация. Ездили ребятки на руле в этой замечательной игре.
И раннер, который находится справа, оказывается, все это время ездил на ручнике, и у него... У него этот... Я не знаю, тормозные колодки сломались. И дальше он ехать не может. Видимо, у него, да, тормоза сгорели. So that hugger Nico just passed. That's probably for me the most stressful hug И of the он entire run because if you так уж вышло, что он наткнулся на это в моменте, когда нужно выстрелить. И при этом сделать это очень неплохо. Очень точно и в определенный тайминг. But yeah, there's also the double huggers, which I'll be going actually for my quick toilet break in a second as well. yeah, no problem. So Nico's about to enter a cutscene here. It's actually quite a heartfelt, touching cutscene that we're going to skip and not watch. Я не знаю, что он пытается сделать. Видимо, он пытается что-то перебиндить где-то. Но я не знаю, слушайте. Так, у него, видимо, какое-то геймерское решение есть по этому поводу. Если он сел на кресло. Геймерская, кстати, тоже. У нас тем временем катсцена началась. Ника просто ушел. Это просто жесть какая-то. Я не представляю, что происходит. Раннер просто ушел. Ну, привет. Так, хорошо. Он подбирает пушку, и все, он стреляет. Он стреляет. Он стреляет. Да что это такое? Это просто издевательство. И у Ника там происходит драматичный момент по сюжету, потому что все, что происходит за стеклом. И вот эти персонажи, которые там реактора, они, грубо говоря, погибают. Так, смотрим, что Android делает. Так. Ой, он успеет! Он успел! Он успел! Фу. Наконец-то он смог. Он смог это сделать. People hype. People hype. Видимо, Дугмис реально пошел. Не знаю, перебиндил раннеру, все, сделал все, что возможно, чтобы раннер прошел дальше. Да, подождите, может что-то случилось с микрофоном, Дугмис, ты нас слышишь? Мы тебя не слышим, если что. It's a thing that can happen. It's a very prominent thing that can happen in just when you don't want it to. So we're gonna make sure everyone here is comfy. It's so easy. Little things get to you. As much as I hate to admit that, man, that blue screen threw me completely for a loop. Yeah, that's an unfortunate situation. It's what, 8 Вот more? сейчас I haven't будет slept. момент, она будет просто бежать из... Makes it a little bit harder to handle emotions all that. Yeah, no, I get it. Oh man, but yeah, I appreciate you guys' patience. My technical Как это назвать? С корабля? I'm really ashamed we have to deal with them, but. Do you want to get mission 16 ready, by the way? Oh sure. Why the heck not? Cool. So I'm just about to get into mission 16 shortly. All right. Но, к сожалению, это... В сюжетном плане накладывать некоторые отпечаток не очень хороший. It's always funny to play the Benny Hill theme as Ripley's running away through the blind. I like to play Pokemon music, just like. Chariots of Fire, something like that. All right, let's go. You can load it now. Okay. I'm gonna wait a few seconds because you have to stand up. Cool.
So both runners. For those guys who are curious, the Okay, you can go. Привет, Dak. is the speedrun practice save, so it has maximum loot. Ой. Yeah, basically maxed out loot. Привет, Дака. Alright, let's do Molotov, let's find that. Okay, let's Flare. О, Alright. понял. Yeah. Нет, ты не It's шутишь? tricky sometimes. А, ну So да. this is where humans are a real nuisance. In world record attempts is an absolutely sort of crazy strat we do here. Привет, чат, поздоровайтесь с Дакой, он тут. With the flare law, but there are 4 sets. На самом деле. Меня тут нет. 2 groups of 2, and then I think another Его 2 тут нет. controlling individually. There's 2 revolver humans, like we said, Nightmare, 1 hit, 1 kill with a revolver. So in order to Блин, deal они with them, на самом we деле use сейчас на the таких Molotovs моментах, from that root room. как будто кажется, Restream, что excuse они me, in mission 13. в одном и том же месте, но на самом деле за дверьми абсолютно разные вещи. Ой, сейчас будут опять манипуляции с чужим. Ой, он из-за биндов погорел сейчас. Дрей сейчас из-за биндов погорел. So you see Nico's going the long way around, just giving all the humans are actually going to lock onto that flare. Ника сейчас агрит сзади себя чужого и при этом использует хопы, чтобы пройти бесшумно дальше. Okay, cool. So basically, I'm gonna have some great fun. On our return back through the same way, basically I've killed nobody, so that's gonna make more of the humans a little more angry at me. Yeah, So that's my Ника просто пробежал сквозь my boating into all of this. So I guess like there's a bit of fairness. сквозь мужика. О, ему еще выпал флэр. И у него как минимум есть еще один флэр, это хорошо. We're gonna see what happens. At the end of the day, it's a fun race. There's a lot of silliness. So let's get this fun vibes going, shall we? Gosh. Get this bread. We started fresh and I'm... I don't know what I'm doing, man. We've all done it. Да, я про это и говорил, что игра однообразная в плане локаций. Отличается только улей, реактор, космос и вся остальная серая масса, если это так можно назвать. Четыре паттерна строения локаций. It would mean a lot to us and to Drayux as well. So again, if you are able to open up your wallets, you guys are amazing, okay? Now I'm going to be actually using a plugin strat. Oh, sorry, go ahead. If we are talking about this, can I plug some donations really quick? Absolutely. Okay, because we have $10 from Leaf, who says, Тут достаточно интересная страта. Ой, Ника не получилось. Не получилось у него. Character choice, Тут можно попробовать пройти на хопах. Он решает сделать немножко повеселее страту. Ой. У Дрея вообще что-то страшное происходит. Он стреляет сквозь врагов. Что вообще? Dude, I couldn't find a second revolver guy. He wasn't in any of his spots that I know he usually is, so yeah, there's multiple patterns. I don't know, dude. That was weird. That was really weird. Да, кстати. I'm dead somehow, so I'll use one of my way too many medkits. Why have I got the flamethrower? No! Oh god. Oh my gosh. Okay. It's just chaos. This is getting a little bit chaotic right now. Okay. Do we have any more donations for this little bit? That's just 16 in a nutshell, though. Do we have any more donations or plugs, and we have $50 from Rizzler with no comment, and $20 from Birdman, who says extremely fun and entertaining. Блин, я из-за того, что отвлекся на Дрея, пропустил страту от Ника, но, видимо, он пошел по сейф-страте просто после этого. Ой-ой, он себя поджег.
So can we reach $34K before the run finishes? We can do, I think guys. we If you can want totally to do that. you want to make that happen? Это прям... Это будет overestimate, и причем... Видимо, нормальный такой. I practiced like this mission in particular. Да, я пытался понять, где находится Дрей, но я понял, что он находится в той же миссии. Почему-то. So you're actually perfectly synced up. You're perfectly synced up now. You're both on the torch panel. It's hilarious. Okay, perfect. Okay, cool. Well, that works then. So yeah, just 2 revolver humans here and 3 shotgun humans. But if any of humans sees you, even the single patrolling ones, they'll alert the rest. Ну, рано руде. Я, конечно, подозревал, что он будет веселым, но не думал, что он будет настолько веселым. Так, Ника... You go around the quiet way. Dre's on the minigames, nice. А, его настолько откинуло назад. Понял. Second panel cut, my mistake. Я вот опять страду, которую уже делали. This mission is just really loud. When you reload it. Yeah, where the fire will just be at full blast. Like, it messes up position or something. Perfect Molotov, so that's the lure you want. All the humans just nicely dotted up in one little section. Получил прикладом. Okay, gonna leave the shotgun guy alive. Они ресетают все одно и то же место. Интересно. Интересно, конечно. Ну, Дрейв, получается, сейчас дальше находится. I'm glad I died earlier on because it would have been super sketchier for me because like I would have had all the humans alive. Oh my gosh, dude. So again, planting this Molotov because when we come back through this section, and we will after the spacewalk, there's going to be an alien chasing us from the corner there. So Nico puts down the Molotov just so Steve doesn't come. Ну, в общем, да, там руина лютая была, ему разрешили подгрузиться. It's like M9, but outside in space. It's like the eye of the hurricane, you know? Yeah. It's like the rest of Mission 16 is a catastrophe, but then there's like the spacewalk. Вообще, основная вещь, на которую влияет сложность в ране, это на то, как реагирует ИИ на ваши действия. И ведет себя более агрессивно, агрится абсолютно на каждый ваш мув и прочее. Сейчас Дрея утащат, получается, в улей. Но это очень красиво будет, смотрите. Классная катсцена, очень. Because in world record attempts you won't save after the spacewalk, which is about 12 minutes long. А, нет, это не то. Это не то место. Я перепутал. Alright, I'm catching up now, finally. Alright. So here's the thing, like, you know, even with, you know, like, Он вышел задом. situations we might have, like, it's always a chance that this game will play us rather than us play it. So anything can happen, especially on Nightmare. Не, это не та катсцена. Это не та катсцена. Игра слишком однообразная, я не могу понять, где какая катсцена. Капец. Again, you know, in a roundabout way, thank you very much to you guys, because there was a $500 bounty, I believe, and it got met in like pretty much. В общем, мы идем ставить стержни, видимо. But it means these guys have to suffer, so there is that. Американец срезал. Американец срезал. Сколько? Минут 15. Просто сейчас ему повезло, что он сделал страту с первого раза. А Ника пошел более YOLO страте изначально и отвалился пару раз, видимо. You know that android we had to headshot to get the key card out? There could be the chance that if you don't line up your shotgun reticle to the perfect bit, then you won't get that full shot to actually like kill the android after you hit it. So there's like even that kind of chance that the run could immediately die there. There's also the RNG in the spread of the shotgun too. Yeah.
So that's something else that we have to bear in mind as well when we run this. So it's it's a lot of things that could go wrong. Anyway. Ну, на самом деле, тут уже не так много рандома остается. Ника тем временем тоже пускается. Wait, what? Wait, Oh, wait, never mind. Oh, never mind. Sorry, things were. You scared us there for a God, second. don't play with me like that. Сейчас Дрей сейчас сказал, что он сломал игру, но... Я уже не понимаю, что происходит. So the gist of this section is that we try and contact Villain. Do you remember Villain from Mission 1 who hasn't heard from us in like, 10 hours or whatever in game time? So Не знаю, либо это байт на то, чтобы собрать классы. By bringing the Torrens into docking range. And that's essentially the end objective of the game, but everything starts going downhill now. There's multiple aliens all around the station, everything's on fire. I remember when I played through this game the first time, I was like an absolute lore hound. I read every terminal, I played every audio log, every ID tag, and then after the nest, I was just running for my life because everything is just on fire and trying to kill you. So 16, I'd say, is this spacewalk is the last bit where you can sort of relax in the run. It's really focused to the end. Very, very high skill, high knowledge. It's good stuff. Yeah, the end requires a lot of practice just because there's so much chaos, because it's trying to really push the casual player till the end of the game. And yeah, so it gets kind of chaotic. It's a lot of again, there's a lot of scripted events да я не that знаю, way ребят. back at the start of today's Потерялся. run. So we can manipulate those pretty well since we're speedrunning this, we know that they're there. Давайте... But yeah, for the casual player, it's like, I just used my flamethrower. What? It's not fair. Нет, Reminds me of the the "This is fine" dog emote where everything's on fire. Yeah, exactly. I should rename my splits for that. Actually. Too, so it's even more accurate. Ох, так, где мы находимся? Дрей уже сел на лифт? В общем, что сейчас должен сделать Дрей, это типа подняться на лифте и достать стержни. I work in it, and nothing gets to me more than when Tech just goes noob. Yeah. Here's to hoping drayux luck changes. And we have $10 from Rainbow Silla, who says, drayux, you have been amazing tackling with these multiple IRL difficulties. You're mad lad. Another $10 donations by Anonymous, who says donating for the sanity of drayux. And Или подождите, или это происходит во второй вылазке? Saying 10 for drayux. You're handling it like a big champ 64. You're frame perfect. All these memes, and it's gonna be worth. And там какой-то смешной донат залетает. $30 saying for drayux broken break. Donation hype. And Astral Storm donates $25 saying chaos. Chaos. Oh, you guys are so kind. Thank you so much. It was our evil plan all along. Not only thanks for the support, but for supporting the charity. Не, все. Там будет вторая вылазка. В самом конце, это уже будет самый конец. Это немножко, опять же, перепутал миссии. But again, just seriously, thank you all so much. I mean, supporting like both runners in the format of this race, because like at the same time. Как раз мы сейчас по сюжету должны вернуться, нас заберут в Улей, из Улья мы вернемся на маршрут на свой. Impactful, say, a situation can happen, if you know what I mean. So, obviously, like with this sort of case of like IRL like difficulties of like the actual tech itself not working, it can blame like more on like especially with like as Drake said, like the amount of time being awake and our emotions being more on the line because we want to try and put on the best show possible that we can, if you know what I mean. So and then when tech doesn't cooperate, it's just so obviously your support, like even in a format of just you guys being here, being in the view count, to us. So thank you guys, seriously, thank you. Absolutely crazy. Yeah, like, but we are going to be getting to a fun part very, very soon. Actually, Drakes, you're right there now. Получается, пунтосы кто забирает? Поговорим о награде. Ника сейчас отстает на минуту-полторы, наверное.
I always forgot that the aliens were fine in space until I saw this Easter egg in my first playthrough, because it'd been ages since I'd seen it. There he is, right in the middle of my screen. Slinking around, got a little sneaky, friend. Sneaky weasel. Look at him over there. Breaking quarantine, SMH. Yeah. He's actually going to make an appearance. Легитимно. Да не, подождите. And he's gonna have one of the most reset heavy points. Another major reset point in the run is right after spacewalk, which is probably why I don't like spacewalk, honestly. Oh, for real. Yeah, don't forget your safety saves, of course. Notorious here for this revolver girl. She's not Heidi, but everyone seems to call her Heidi. She's like Heidi V2. They use the yeah. they use the same models, so I spun too far. Alright, gonna grab the safety save. Like, if there's any safety save to get in the entirety of a run, this is the one. Yeah, I would say when you're building up to world record attempts, like when I was new to the game back in January, this is the last safety save that I started removing. Вот, так вообще-то его откидывали назад тогда на старте. Он тоже был впереди на какое-то время. Так что вот. Все ясно. Все ясно. He's been given a face hug from behind, very cruel. We'll run past him quickly and drop a 7 in chat, a salute. Не, сказали, как решит Еса, значит, как решит Еса. Все. 5, 6, 7, 8, 9, so you see, yeah, this principle 12, Dre is using 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. There we go. We're good to run. Nice. So you see here, the fact that he's making noise, Забавно, как он читал тайминг. actually enables Steve to go Oh, into a wrong button! Oh my gosh, I went for the handbrake again and I died. Ой-ой-ой. А почему он не использует страту с фаером? Здесь же используется фаер. Как раз таки на Найтмэре. It's that one. I'm slowly catching up. That's alright. Poor guy. But yeah, so the principle is that when you're in a place where the alien can't get to you, we use this in a few spots, and you create noise by any means. The alien goes into a locked up vent pattern, so Dre actually kissed Steve way back there. He just ran through Steve. Не залутал Normally нигде that would фаер. kill you on Nightmare, but the alien is in a locked pattern where he's going to up vent no matter what. Это очень which lets плохо. Dre just head over there. Фаером должно быть намного проще. Back up this ramp. Right, and you can see on my screen as well if you want to see the alien one more time. Что это происходит? Это не я говорил. Это не я смеялся. There it is. Okay, this button, I'm ready this time. Good. You got it, man. So revolver's one hit, one kill, which is why it's so important here. And... Very nice. Oh, there we go. Revolver gun has been sufficiently. Он не нажал! Revolver gun has been Ты sufficiently что? barbecued. She will Ну shoot you in он, the back наверное, if вообще you try and сильно run past her, потерялся so you из-за always have того, to что... essentially coin Из-за того, flip что your он... entire run if you run past У него her. такие приколы были не Chuck, смешные, if на they have самом an extra деле. Molotov, they'll chuck it before. Во время Look рана. at the open door, nice. Я вообще They'll chuck it before and kill her before. поражаюсь, как It он can take a еще... bit of time, but it's kind of Как up он to еще grabs. бежит. So you're gonna see here Dre on the right hand side. He's gonna Я бы уже glance с at ума Ricardo сошел. with a face hugger on his face. Very sad. F's in chat. He is no more, and we're all on our lonesome once again. I'm gonna reload before I save, so I don't have to do this bit every single time. I Nice. decided to drop the Molotov just so I can save here. I'm like, you know what? Better Он safe than решил sorry. Mission кинуть death молотов, 16. чтобы And засейвиться. this is why it's so Ну, я leaving понимаю, leaving понимаю. those Well, there's a revolver revolver humans guy. alive is No just longer. so dicey. What? No Did longer you do drop I have to worry about revolver guy. Did you drop a flare? Was it the sound of your Molotov? No, I think it was the Molotov. Come on, Oh my Steve. goodness. Okay, well, this is a very creative strat. Yeah, Yeah, normally that's not those- exactly how that's supposed to go, but it works. Don't you dare kill me. Okay, that works. So too. normally those revolver humans, if you don't kill them, they're a huge threat. Yeah. Люди просто убегают. I'm gonna move my mic Понял? away for a second. Sure. Could just a new invented strat, just using the sound of Molotovs. Там to посмотрим, distract как you. Ника Just справится like с up the этим. stairs right past swiftly a little bit. You know, I guess А it все еще worked. сзади Yeah, it looks получается. like you might be out here. That was a successful 16 Very, right very, there. yeah, pretty smooth. Not exactly what I expected. In fact, I've never seen that before. I hate to say the age-old marathon quote, but I have never seen that before. Hey, that's never happened before. Nice. Oh, wrong button again! Oh, Okay, circle there we go. back!
Ему сзади настреливают. Chases this guy around. Okay, Ну, у Ника вообще по-другому себя повел. So actually, Dre is safe there because the human didn't get a shot off. Чужик. The human fires a shot too late. After a few seconds delay, Steve will actually drop. So Dre is actually all good because the human was just running away like from him like they were playing tag. Managed to drop him with the stun baton there. So nice recovery. Бот просто сел, да. Right, cool. Ooh, go ahead, man. Good luck. РНГ, что сказать. Nico able to run this whole section here. He saw the Molotov go off there, the explosion, the orange flash, which means Steve will go into an up vent pattern. And now Nico just has to Блин, они же еще и пароль вводят на руле. Yeah, Это Legion же... Revolver guy are alive. Я почему-то только сейчас об этом So it'll be подумал. interesting to see what happens. I never heard Steve drop. I'm okay. У Ника вообще все окей, кстати. Реально, он. Его никто не останавливает, ему даже станов не накидывали, пока он бежал. То есть ему никто в лицо не стрелял. Was that a good or bad wrong button? Did I get it? Oh, we got it, baby. Nice. Так. This door, he used the sound of an EMP to lure Steve over there. Трей прогнал чужого. Long period of time. It actually can be the guard as well, right? Вообще был шанс того, что чужому будет вообще наплевать на это. Did he shoot at the same time there? I can't tell. I think you should be fine. Ой. Alright, let's go. Это, конечно, неприятно. I was gonna go for the canister shot, but the canister wasn't there, so... So there's actually a base canister in that room and a door animation that you have to go through. So I think door break stays around about 5 seconds. Да вообще, да, раннеры прикольные ребята. Я Дрей, конечно, не смотрел, но Ника супер забавный чел. Очень. Yes, Nico comes off this first terminal here, throwing a flare. Ох уж эти раннеры Alien Isolation. Gotta make him. He's kind of cute. The way he like you can drop out anything. He goes check it out. Look at that. Look at that cutie. He's like, ooh, what's this? And ooh, bright and shiny. Showing off his butt for the camera, shameless. Really, shameless, dude. Now, should I like model tier? I can't remember if Там I чужой прямо напротив стоит. Ну что это? Stumbaton charge here. Should I try? Все окей. You can try. If you have baton charge, perfect I use would save right before, Yeah. of course, yeah. So the trick Nico's referring to is you can actually kill huggers with the stun baton, and it's completely silent. The hugger baton. I think you meant the guard. No. Damn it. Well. А на таймере почти 3 часа. Почти. И у них остается 20 минут, но... Знаете что? Я вам скажу. Это не успевают они. Ой-ой-ой-ой-ой! Классный момент сейчас. Надо с батоном ударить фейсхаггера. Это прям лол. Он не успел поменять оружие. Почему он не может перед этим поменять оружие? Он же второй раз ресетает там. Ну там сейф, благо, рядом. So heading over to the. I'm gonna wait for the android just a little bit because he likes to be particularly. Он просто воспользовался огнеметом. Ну да, в принципе. On keyboard or mouse, you В probably just принципе, почему бы и нет, да? Nicely Yeah, done. it's the timing in this room that's mostly getting me. Yeah. So you see that this is, this is fine memes as well because everything's just on fire now, right? It's aliens dropping everywhere. Oh my gosh! And then the human body blocked me. Alright, so now that like I'm not getting any drop from the xenomorph means I can just do this whole section like you know. Проблема спидранеров. When we get to the other way, I don't have to like bang the tram to actually like. Труп работника заградил проход. Компьютер. Elevator. Yeah, so this section is just a E and Q out, like Nico mentioned earlier. Oh my gosh! I kept trying to grab the charge back. Что происходит? Come on, there we go. So because of this draw, you cannot. Он не может забрать. Oh no! Because again, it's a super Joe. Ой, его откинуло назад. Just from a grab, absolutely
Он все еще впереди. Он все еще впереди. Он не может просто рулем попасть правильно на триггер. The alien to thinking you're in transit in this tram in Nico's POV and lets you run to this broken elevator with no Из-за этого interruptions. теряет It's just a nice кучу manipulation of the времени. director AI. I think we're fine now. I can't hear any scuttering around from the xenomorph, so we should be fine. Cool. Sounds good. I'm trying to think about I didn't flame him enough. Yeah, I was gonna say that. It looked like I was a little sideways. Okay, eventually. Подожди, Alright, что? so I'm nearly caught up to you now, so I think this is going to be a point where we both. Я сейчас не we both понял, on pace что nearly. произошло. Yeah. Very minimal time between the two runners. Okay, so I'm going to think about what strategy I'm going to use here. So Dre opting for the bulk on this time, Так, just getting rid хорошо. of this Joe as he's on low HP. That's what I tried last time too, and then I died to Steve. So. Yeah. Well, one step at a time. So the Joe's out his way. Не, на самом деле то, что бот не умирал, было уже такое. I don't even know what happened there. He Он, was definitely он going the забыл other way. перед этим зафлеймить Yeah, it's always risky to the run. чужого, и поэтому сразу ресетнул, не стал ждать. Okay, Все good. понятно. Тут у меня не получилось его прогнать. Actually, I'm going to flame him normally. Ника будет, видимо, с фаером. А, нет. Не, все окей. I really need this to work this time. It worked the first time. So this is just an I don't know E what my and Q health out is from like. Nico here, and the code is 1984. I'm not sure whether that's У него like не an actual уходит George чужой. Orwell reference, but I always Okay, call this the George I'm just Orwell going to. Ушел, все. EP mine him. No. It won't work. Okay, I'm going to reset. Ника тоже отлетел. Oh yeah, I'm gonna use the bolt gun. Just like staring death in the face there for a second. Боже. Все, он подобрал. Okay, back around. Дрей подобрал вещи нужные. We also mentioned in mission 7, and mission 7 and 17 are a little Происходит notorious. жесть, на самом деле. И миссия It's 17. kind of proving itself. Да. So I'm Привет, going into Догмит. the hallway of doom. Здравствуйте. Yeah, so Я точно play не this, засыпал. your Я... first playthrough, Нет. this bit is an absolute А. just pain. И And это it's я stressful заснул. here, even in the speedrun for multiple reasons. One, you're running under vents constantly, and two, Steve can Доброе утро. Доброе получается. Тут... We try and get him into consistent Ой, ты такое Along with this, пропустил. Давай. Это непередаваемо. reacting Краткий to пересказ. his Краткий Краткий пересказ всего раза. пересказ? Да. and try and Я не get him знаю, ты into a был на combat моменте, pattern. когда Essentially, it's just running the Дрей entire way. сломал руль? Нет. Go for the plan, go for the Вообще swap. он больше не пользуется ручником, потому что он его сломал. So that event is called event of death, which Joey just На ran моменте, under. когда нужно The nightmare стрелять. sort of, maybe 7 times out of 10 he'll just be waiting for you Он there. потерял 15 минут, в итоге загрузился на сейф вперед, ну, точнее, на сейф, на котором был Ник, и пошел впереди его. That's the trick, yeah, hugging the wall. But if you don't И hug the теперь wall, они say почти 7 на times out of каждом 10, сейве it's ресетают. safety save before the hugger, very nice. Это просто жесть There you go, dropping the какая-то. upside goods. Oh, I'm thinking about it. Читка честная Go for the гонка. wall, which also enables him to run this entire way. И чатик тебе говорит, что победил Ника, So this но section is the я safe говорю, section, the alien can't решит block. There's a yes, face hugger все. here, so those cardboard boxes, those are the ones I'm Решит talking yes. about. If the hugger just decides to take a kip under one of those boxes and run at you, you have to wait until the last second, otherwise the box will Кинули save time. чужика It's absolutely maddening. So that's the огоньком. molly throw Dre was talking about. I think I got the throw a swag. Molotov. Yeah, so it Yeah. blends through the window. Он за нами не somehow, not прибежал, потому что там exactly sure. единственный Just проход. the alien sees fire and is like, nope, what this girl knows what she's doing. I'm gonna peace out. Let's Dre run all the way to the second safety Oh, I should save. probably drop the other safety save. Yeah, When I I practiced, I was do it. skipping this save. No, Да, и you Ника can't. просто ушел в этот момент. I'm doing the PC strategy. Nice. Ну там на самом деле I'm ready for катсцена more of my началась. practice. So there's scripted events and reactive events. So this alien Так. running in from the left is a scripted event. So Dre is actually going to Всё flame окей. him sufficiently enough to upvent, and then pull the lever while the alien is actually inside him. Yeah, so hubba. that's a perfect example of what it's describing in mission 2 is we can exploit some of the scripted events just like that. Yeah, Okay. and the alien Hug the will wall head under off the vents to an attack. exit vent. Yep, end of that. There we go. And it's very, very tricky. Once in a blue moon, the alien can actually kill you while you're on that lever.
even if you do the strat correctly, especially if you run from the left. It can be weird. Да, люди... Да, тут, в общем, было кучу мемов. You can't touch him, yeah. Раны рестартились очень по многу. So this exit, the dray zone. Руль ломался, все ломалось. Компьютер ломался, и поэтому ран не совсем честный получается. Но, к сожалению, что поделать. Ника не словил застревание в чужике и не простоял просто в катсцене АФК секунд 5. You see Dre pulling out the tracker there just to get an idea of where he is. Okay. That's like the only spot in the run I use the tracker, other than the part you have to use it in mission for. Yeah. Very nice. It is terrible. На самом деле, да, ребят. Вот думаете, вот когда Дрей словил 500, думаете, типа, он словил 500 и все, типа. Он перезашел, там на сейвы вернулись. И типа погнали дальше. На самом деле осадок остается, и ты уже сидишь немного, ну такой, не в своей тарелке. Из-за этого немножко плохо играешь. Так что все это связано. Да, у меня все время тоже не получается нормально играть, когда drayux опять ловит средний экран смерти. Да. Невозможно. И Ника, кстати, умега... Его достают. Да. Неприятно. Ну, у Дрея тоже ручник сломался. У него много приколов было. Very Yeah, nice very butt nice shot clip. of Steve. That was an interesting shot to Man, dude, do you see how defined those cheeks were? Oh my god. Не-не-не, все, вы сказали, ставки будут, значит ставки, все, значит ставки будут, и как в ЕСА скажут. Ну, как я считаю, надо отменять ставку вообще. Да. This hack is also a pain because the dial of the closed caption covers up the bottom hack. Or the bottom thing, so you kind of have to like look between the letters. Yeah. It's a little mischief, but I'm honestly really proud that I got that hack like that. I'm not gonna lie. That was cool. This mission is just Villain screaming at us that we're insane. Так Ника садился на болид, который шел впереди него. Oh, very nice. Ну почему, типа, у вас работает, когда вам удобно в одну сторону, но не работает во вторую? Что? Он же не вставал, так что не садился. И там в сторону Ника было, и тут в сторону Дрея было. Ну, как бы. This android, by the way, is a pain to get around on the wheel. Alright. Mission 17 pretty much done now, thank goodness. Nice! There we go. Yeah. So we're catching up very soon to the end, actually. Like, Да, и Ника нам говорит о том, что у нас, в принципе, конец игры, 18-я миссия, и потом очень-очень коротенькая 19-я. Ну там будет миссия в космосе тоже. Мне все равно кажется, они не успеют. Да, не успеют они. Это 100%. О, тут момент опасный. Чужим. А, да, точно помню здесь. Тут психобег так-то используется. Но нет. I'm wearing one Harry Potter sock and one other odd sock, so there we go. Alright, Да, он вылупился. Или когда мы вот затриггерили штуку, должен появиться
снизу должен появиться чужик. А, или когда мы будем спускаться по лестнице, тогда он и появится. Обязательно сейф нужен, потому что иначе никак. Да, и внезапно вот мы открываем эту дверь, и за ней чужик ждет нас. Мы, да, просто его прогоняем огнем, потому что психобега нету. Сори. Извините. Простите. There's a really cool strat in Nightmare NMG on keyboard and mouse where we just shotgun that guy in the face and then run straight away to this. Yeah, that's what I do in the keyboard mouse. Is the shotgun instead, a little bit faster. Always feels good. Скафандр. Because he'll be a stinker. И вот это та самая катсцена, о которой я говорил. Ребят. Вот она, наконец-то. Просто сколько? 3 или 4 одинаковых катсцены с этим шлемом. Наконец-то. Alright, so this is a really cool glitch. This is a keyboard mouse glitch, but I'm gonna go for, and it's allowed no image glitches for whatever reason. Which requires me manipulating. И Дрейк сейчас будет делать пост для клаба мыши, который разрешен в НМГ. In a tight space and I have my weapon drawn, and the face target jumps on me from behind. It adds our two speeds together. And it gives you this. Нас сейчас будет подбущивать, насколько я понимаю, маленький фейскраб. Но для меня на самом деле это звучит как-то по-новому, я не видел эту страту. Давай посмотрим, как она справится с этим или нет. Звучит супер кринжово. 60% skill, 40% RNG. So even if he does everything perfect here, he might not get it. Messed up my first manipulation didn't twist far enough. Получили в рот что там? Фейсхаггера, получается. Alright, sure. Gives you enough time to catch up anyway. That's what I thought, yeah. So, double hugger boost, as the name sounds, requires you to get 2 boosts. The first one depends on this set of 2 huggers here, and then a third hugger spawns in behind you. Straight as a spin. Oh, it's just the turn speed, isn't it? Not quite. The turn speed is definitely the hardest. На самом деле, я бы тут уже просто, побежал. So even if you do everything perfectly, it somewhat depends on the spawn of the final hugger. But I would say it's probably the hardest trick to do in the game. Precious few runners. Да, уже как-то не очень хочется терять столько времени на какой-то непонятный страте. Вот, мы только что могли наблюдать буст от показанный Дрейксом, о котором он говорил, только у него, к сожалению, дистанция очень маленькая оказалась. Ну да. Интересно. Ты тоже эту страту не видел, да? Это новое, это что-то из нового. Новое. Прям совсем. Нет, в стимейт не уложатся, но... Не уложится, точнее. Да, но они все еще очень близко к концу. Да. Вроде будет сегмент, где будут поезда какие-то. Или шахты. Тут падает лифт, и тут нужно встать в определенное место. Мы видели сейчас, мы немножко ОБ увидели. Тут не получили дэмэджа. Всегда хорошо видеть немножко ОБ. Да. Да, и Ника сейчас на самом деле не так далеко, кстати. Буквально примерно минутка от Дрейкса. Если он не будет идти за этой стратой, то вполне себе может не то что нагнать, сколько быть не так подалеко. Да, и мы сейчас... Да, красиво. Да. Красиво. Он прикалывается.
Это никто не ожидает от такого высокого раннера, такого высокого уровня раннера. Не, ну, ребят, это лол. Ну да, тут уже, да, получил себе жесткую страту, и сразу же получил краба в лицо. That's awesome. So double huggers, as you can guess, does that twice. Вновь у него это получается. There's the first one. Да ладно. What? Like, it didn't get the flame burst doesn't get him sometimes. Like the second burst usually does, but wow! Ну, на самом деле, у огнемета большой достаточно хитбокс. Да, Ника можно понять, Ника можно понять. Ну, он 2 раза не сыпанул фейсхаггера. Not a good time. And I'm reloading. Oh, man. Stop it. Stop it. Stop it. All right. So that elevator fall gives you scripted health. So no matter how hot it is in here, you can run straight to the fire and not worry about it. Yeah, game gives you health back, which is a nice touch. And I should note, this is fine. Yeah, it's definitely M18 if this is fine, isn't it? Yeah, it's Да, fine. It's fine. вот это все расстояние, которое мы сейчас преодолеваем. Почему? Я не знаю. Это уже не смешно. Что он делает? Тем временем... Видимо, все еще думает, что drayux находится позади, и он... Дрей просто уходит в последнюю миссию. Он притягивается к кнопке. Все, он в последней миссии. Он победитель, получается. Что, он выиграл? Да тут нету РНГ, тут нету РНГ в этой миссии. Даже скорости передвижения, там же разная скорость. Там, но это сейвит пару секунд. Ну, РНГ-то есть, получается. Ну, вопрос-то не о пару секундах. Разве, по-моему, они достаточно близко. Да? А, ну да. Input remapping on the fly? Are you for real? Here's 20 from my seat. For my seat. But I will only Дрей победитель. Also we have $10 from... Да, Я знал, я вам говорил. Я же вас никогда не обманывал. Сколько раз? Ну, мы весь ранг говорили о том, что Дрей победит 100%. Правильно? Ни разу не говорили ни о свич, никаком, ничего. О том, что Ника впереди и так далее. Очевидно было изначально, что Дрей победит. Видите, говорят, да почему грязные страты? У парня ручник отказал, непонятно даже где. Я уверен, что он отказал вообще без понятия в каком моменте, и он только спустя какое-то время до него докатилось. Возможно, он даже не один момент потерял из-за этого. Просто напомню, когда Дрей поймал первый эпизод, он был впереди. Ну, я об этом тоже говорил. Ника при этом умирает на поезде еще раз. Потому что он не делал сетап, как делал Дрей. Упираться вот в угол, становиться в угол, чтобы максимально быстро пройти здесь. И мы официально не успели в устимейт. Да. Минус 4 чашечки и 1 ручник. Все равно все проиграли, как бы, что тут спорить. While you're on the final set of pins to blow up the space station here, Steve can actually kill you while you're in the animation. It's something to do with memory, so we might. Ну, один уровень, он не дошел до конца. I got once where as soon as you know the pins, you stand up and you skip the entire animation. Oh, really? Alright, can we get this? I think in VR, like the VR mods, that can happen too, yeah. Right, I'm gonna try and do the shotgun, the CC strat with these guys. Beep beep. Here's hoping. Гудок работает. Wait! Looks like you got it. Так.
Ждем. Ручник тоже работает. Хорошо, по двоим попал сразу. Тем временем мы достаем стержни. Те самые стержни, да. И у нас нет анимации для последнего стержня. И Дрейкс никогда до этого не видел. Да, это прикольно. И тем временем Странные какие-то вещи. Вот поймаем себе уже концовочку. Тесура, ты победил. Не надо. Надо плюс ставки делать. Вообще, ребята идут в нос, у них вот буквально... Все, я не знаю, не ясно, кто победит в ближайшую секунду. Все, что угодно может пойти. Все, что угодно может пойти. Последний момент еще должен быть. Боже, Он словил РНГ! Он бежит сразу. Он даже из ОБ выходит с шлема своего. Это имба. Это имба. И вот. Ой. И вот это уже концовочка получается. Да. По-моему, как только он нажимает на кнопку, стопится время, да? Ну, дальше он не управляет персонажем. Ну, ладно. Видимо, как только мы отправляем полет чужого вместе с собой. Время. Да. Время для Дрекса. Победитель. Ну, как изначально и было понятно. Эх, 3:22. Ага. И Дрейк говорит, что фактически Ник победитель. Но никто не знает. Ну, как говорят ребята, это не рейс, это не гонка, это все не о том, кто победил и кто проиграл, это все о получении удовольствия. Да. И это правда. А я получаю удовольствие, когда Дрей выигрывает. Alright, Nico, I've got your stream with less latency now. Yeah. Phantasma, do we have any plugs? Here we need to remember the people that you're watching ESA Summer. Да, и Ника сейчас будет примерно еще минутки 4 делать катсценки. И потом закончится у него тоже ран. Psychosocial support they need to be children again. So every dollar you donate are gonna go towards them. Знает, конечно, and remember that you can put your money towards different bid wars we have and different donation centers we have. Как-то отменять это не очень красиво. During the marathon, and at the same time, you can be part of the different raffle from different prices that we have. Being the biggest one, a PlayStation 5 bundle with Ratchet and Clank with a minimum amount of $50. Папа, очевидно, Дрейкс победил, как бы видно, да? Ну, его он первый все. Нет, давайте так. Сначала все говорили о том, что когда Ника проигрывал, все говорили о том, что надо это... Ну, когда его закинули вперед, говорили, все окей, надо так и оставлять, как решит ESA и прочее. А вот когда у Дрея начались траблы, что-то все не стали на его защиту. Мне кажется, это нечестно. Мне вот супер жалко Дрея, на самом деле, прям очень жалко. И он, несмотря на вот это вот все, на синий экран, на сломанный ручник и прочее, он закончил ран первым. Вы все еще забываете, что он
Они стартанули в один и тот же момент, и он уже обогнал его на 3 минуты к этому моменту, вот сейчас. Так это еще не конец рана. Hey, we got it. Да, он даже, ну, они по факту стартовали 2 раза заново, и все еще drayux победил, даже при том, что они стартовали заново, то есть условия равные были. And then we'll do our shortest sign off, and we'll get ready for the next run ahead of us. Absolutely, yeah. Да, и Ника тем временем уже все, уже буквально... Не-не-не, я не забываю, Ника не ждал, Ника взял сейв. Ну, свой и это время. Да, это время. Ника взял сейв, в этот момент Дрей был на пару минут впереди, и он откатился на сейв Ника. Так что... Тем более, Ника ранил, когда у Дрея были проблемы с сегментом, когда у него просто отказал ручник. Так что не могу ничего сказать по этому поводу. Мне кажется, Дрей заслужил то, что заслужил. Ну и Ника заслужил то, что заслужил. Все заслужили то, что заслужили. Короче, мы посмотрели то, что посмотрели. Давайте договоримся, каждому по 5к пунтосов и по домам. У меня было 500 и станет 5к. Ой. I do a variety of stuff. I love speedrunning Alien. I have been speedrunning a couple other things like Signal 2. Really considering getting into like Portal 2. But I also just like really spooky stuff in general. So like, you usually see spooky stuff on my channel, and it's you know, it's a great time. Carax as well. You also need to plug, my friend. Carax. I do occasionally stream. I'm not as dedicated as these two, but I often stream my Alien runs and a few games here and there. Also, just as a final plug, we do have a Discord, so these guys showcase a lot of cool strats for you. If you'd like to learn more about them or anything like that, just head over to speedrun.com. Кто их раздал? Блин, ищем спонсора пунтосного. Massively well played. Thank you, Carax. Thank you. Awesome. I think that's pretty much us for this run, but please stick around. Yeah, we got for more Metal Gear runs. Solid coming up. Yeah, it's going to be a lot of fun. So, yeah, definitely awesome. So, before we go, do you have any last plugs for us, Phantasma, before we make our way out? Ну, а чё? Что нам ясно по этому поводу скажет? And stick tuned, guys, because we're gonna be having X Mutants by Destructoid. Ран, нет, ран просто классный. То, что происходили, ресеты сумасшедшие абсолютно. Раннеры сходили с ума, это лучшее, что можно было показать в гонке. Ну, когда вы еще такое увидите? В гонке на рулях сломался ручник. Да, это, конечно, это очень смешно. Пока один стоит на стуле ногами, вы видели это? Он стоял на стуле ногами, пытался починить что-то, перебиндить стрельбу. Второй райдер просто ушел сразу из кадра. Когда вы еще такое увидите? Ну это был хайповый ран в любом случае.